Троянову вижу чаще, чем Путина на телеке. Она полицейским говорит, у меня отходят воды. А вокруг упыри и вурдалаки. Ты очень красивая. Либо это уже исчадие ада какое-то. Это разве человек? Мы вообще нормальные? Я говорю, и... Это очень круто. Точка. Ян, у меня ощущение дежавю. Эми, брак по звуку у нас будет. Нас встретило вот это вот чудо. Для тех, кто не смотрел выпуск с Игоревым, она у тебя появилась после «Страны Оз». Но в «Стране Оз» не она. Да, в «Стране Оз» не она. Там была собака Боня. Я ее очень полюбила, потому что директор картины, который нам ее... Эми, нет, 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 мы работаем, моя хорошая, мы работаем. Посиди, посиди, посиди. Подожди меня. Значит, там была собака Боня, директор картины нам ее притащил на съемку, нам она очень понравилась, он сказал, ее бросили хозяева. Я думаю, ну как, я беру собаку сниматься, как я ее потом куда-то сдам? Я решила, что все это моя собачка, я думала, ей годика 3, решила ее себе оставить, мы начали друг к другу привыкать. У меня тогда еще было очень тяжелое время после смерти сына, и я подумала, 3 года, это реинкарнация, это мой сын, я прям себя убедила. А в конце съемок появляется хозяин, когда мы в Москву приехали на досъем, и объясняет мне, Яна, это моя собака, вот документы. Я говорю, нет, вы лжец, вы там... В общем, была истерика, вся съемочная группа ревела из-за меня. Я не хотела возвращать собаку, я говорю, вы ее бросили? Он говорит, я не бросал, у меня ее взял друг, сказал, я покажу ее на съемке на Мосфильме режиссеру, и верну. И не вернул. Она уехала на Урал с нами на съемку, представляешь? То есть был какой-то беспредел, в общем, мы ревели всей съемочной группой. А она тебя успела полюбить? Конечно. Они вообще, эта порода очень умная, и она со мной была отличная, она в кадре отлично работала, из дубля в дубль все повторяла. Я не могла поверить, что собака может, не дрессированная, то есть просто собачка, просто хороших людей, и делает все, что надо. Если обратить внимание вот на кадры с собакой в «Стране Оз», то и понять, что это 10 дублей, она из дубля в дубль все одно и то же повторяет. Опустить голову, отвернуться. Это все она повторяет из дубля в дубль. То есть артисты так не умеют работать безголовые. Поэтому, конечно, в конце съемок всем было меня жаль. И у нас крайний съемочный день на Мосфильме. Я в индийской саре, на корабле, снимаюсь и думаю. А я не пила тогда уже всего 3 месяца. То есть вот съемки я была трезвая, и до съемок я там буквально не попила, 1,5 месяца. И в итоге я стою, снимаюсь и думаю, сейчас я доснимусь, это крайний съемочный день, и иду бухать. Первое, я выпью кружку пива, затем бутылка вина, а потом я по вискарю пойду. Я прямо продумывала. Хотя уже было все так плачевно в моей жизни, что об алкоголе нечего было думать. Но я решила, что они меня все довели, собаку забрали, я женщина несчастная. На Сигарева что-то я дико обижалась, потому что они уже в конце съемок тоже там бухали. И в итоге я спускаюсь с этого корабля, Сигарев объявляет, что... Ну, корабль, понятно, на хромакее. Объявляет, что конец съемок «Страны Оз». И вот я реально в этой саре, я говорю, всем спасибо. И пошла такая недовольная. К 0,5. К 0,5, к первой. И они заносят в студию маленькую Эми Вайнхаус. Почему она Эми Вайнхаус, чуть позже скажу. Они ее заносят и дарят мне. Я думаю, у меня реально первая мысль, что это милость Божья. Я не знаю, я раньше вообще таких слов не знала. И что ей пьяная мама не нужна. И я вот ее беру, и вот с этой, будь-то какой-то, знаешь, клятвой, она начинает мне слизывать помаду с губ, и я сразу понимаю, что это что-то очень мое пришло. И первое время она просто, ее звали «Милость Божья», а потом мы звали ее, естественно, Боня по старинке, потому что Боня из «Страны Оз», хотя в «Стране Оз» она Дюдя. А потом она начинает пить с Сигаревым виски, и мы говорим, блин, а у меня любимая певица на тот период особенно была Эми Вайнхаус, которая погибла от алкоголя, в принципе, и наркотиков. И мы понимаем, что она Эми Вайнхаус. И все, и вот так все это рождается, и я с ней в итоге, как Элли и Татошка, так и Она пила... иду. С Василием, да, виски. Прямо у него из стакана, она просто пила с ним каждый раз, как пил он. И мы подумали, что у нас есть проблема и у собаки. Но когда она увидела, что я трезвая, и, собственно, мы начали в моей трезвости, в моей новой жизни, мы начали с Василием чуть-чуть уже разделяться, потому что, мы разные игроки стали. Он с алкоголем, я без, и Эми выбрала меня. И она никогда уже не глотнет алкоголь. Прикинь? Ты привезла ее с собой.
Сюда, во Францию? Да. Да, она со мной, Юра, везде. Это моя семья. Вот мы сейчас вдвоем, реально, как Элли и Татошка, бредем по планете, встречаем страшил безмозглых, трусливых львов. Ты говорила, что это единственное, что у тебя после начала войны вызывает положительные эмоции. Это правда. Вот пока она сейчас со мной, может быть, даже вот если мы потом с тобой ее оставим, пойдем дальше, я куда-то углублюсь, и мне не до улыбок. Она единственная, кто у меня вызывает, да, после начала войны хоть какую-то радость и улыбку. Я ей обязана. Вот я ей обязана той жизнью своей новой, потому что с нее началась моя трезвость, моя новая жизнь. Но она как символ этого, хотя, конечно, другие вещи мне помогли. Но когда у меня была страшная депрессия, когда я только покинула страну и приехала в Париж, я попала в такую черную яму, и только из-за нее я высовывала нос оттуда вообще и говорила: окей, пойдем погуляем. И мы шли куда-то к Лувру, куда-то еще. И это только она делала. Да, и до сих пор так остается, пока ничего нет. Ну, радости нет внутри, конечно. Все, умерла. У нас Эмми будет присутствовать на съемке. Она будет... Все в порядке? Она не уснула головой вниз? Вот ей тесно, поэтому она так расположилась. Она будет уходить, она будет приходить. Важная деталь. Между нашим сидячим интервью и интервью, которое мы записывали в Версале, ты успела ее постричь. Да. Поэтому, чтобы люди не думали, что произошло с вот этой вот обалденской притчей. Ой, сразу показаться надо. Да ты моя красавица. Она очень переживает после стрижек, и ей нужно 100 раз сказать, что она очень красивая, что ей идет, она ненавидит стричься. В первую нашу встречу она была таким бомжиком, заросла. Мы не успевали подстричься в Париже, только вернулись из Азии, и вот она подстрижена. Ты очень красивая, ты самая лучшая девочка на свете. Общение абсолютно как с человеком. Да, никакой дрессуры, мы всегда разговариваем, я могу ей жаловаться, я могу с ней договариваться, что она должна побыть с тем или иным человеком, потому что я вынуждена улететь. Мы всегда обо всем разговариваем, и я жду ее согласия, одобрения. Она упирается лбом мне сюда в плечо и говорит: ладно, и поцелует меня. Яна Троянова, как ты сама себя называла, Янка-россиянка, тоже уехала из России. Да, я уехала из России, да. Это было последнее право, которое оставил мне Путин, и я им воспользовалась. Путин дал уехать, я так это называю. А оно было последнее. Я пробовала более 10 лет, когда нас ущемляли в правах, все, что я могла пробовать, и это было последнее право, да, я воспользовалась. Да. Мне было опасно оставаться. Когда это случилось? Я уехала 15 октября. Удивительно, что это как раз заканчиваются съемки Ольги. Об Ольге расскажу тоже потом подробнее. Съемки Ольги. У меня остается несколько дней, чтобы до 15 октября, по моим полным ощущениям того, что около меня уже ФСБшники, я понимаю, что вот мне нужно уехать 15 октября. Понятно, что когда начинается хаос в мире, мы все прибегаем еще до кучи к астрологии. Я тоже была не исключением. Я написала своему астрологу, что там. Она говорит: все очень плохо, до 15 октября надо уехать. Я думаю, господи. И при этом у меня уже прошло собеседование во французском посольстве. Я вообще не собиралась во Францию. Это все очень рандомно. Я просто понимала: выскочи, потом подумаем. И вдруг мне звонят из визового уже центра и говорят: вам нужно прийти за визой. Точнее, донести еще кое-что. Все так удивились. Сейчас всех шлют русских. Донести кое-что. Мне говорят: там, возьмите справку из банка, возьмите еще то-то, то-то. Я что-то быстро еще дособирала, послала по электронной почте. Для меня были какие-то, я бы сказала, привилегии. И вдруг она с 15 октября мне прям на дом доставляют визу. И я не могу поверить, что вот я себе ставила 15 октября покинуть Россию, и я покидаю ровно 15 октября сначала в Стамбул. Сижу там 2 дня. На берегу сижу, реву, вот просто реву, не понимаю. Зато есть Facebook, есть все, какая-то связь появилась. И я понимаю, что, все, я беру билеты в Париж и лечу. Это виза таланта? Да, это виза таланта. Она дается на основании того, что я не могу делать свои проекты в России более, я не могу работать в России. Плюс они, конечно, просят показать, хотя меня узнали в посольстве, но сказали: нам нужно, мы бюрократы, мы хотим бумаги, мы хотим все скрины постов, что все-таки я боролась против режима.
Это нужно было все предоставить. Это вот такая стопка. У меня была истерика, из посольства вышла и хотела выкинуть телефон, нафиг, не буду собирать ничего. Друзья из Парижа мне сказали, мы соберем за тебя, успокойся, потому что, ну, я не люблю все это, но надо было, да. Вообще был прикол. Сигарев был бухой. Было раннее утро. Я знаю, что если звонок в дверь рано утром, это они. Значит, а у меня в этот день марш матерей, сам марш матерей. То есть я уже Ты по была радио одним в из прямых... организаторов, да. Я даже, знаешь, не то чтобы вот не буду на себя такой надевать жирный плюс, потому что это, конечно, не моя заслуга. Меня девчонки уже там Лазарева и команда, да, Таня Малкина и так далее. Их там человек 6-7 девчонок, которые организовали все это, которые занимались очень плотно новым величием. Я всегда выбирала, где мощнее можно проявиться. Ну, то есть у меня же есть рупор какой-то определенный. Я не люблю мельчить. ко мне много очень просьб было поддержать там, сям, и везде. Везде была сплошная беда и горе. Не размывалось? Конечно, я не люблю. Я до тебя даже никому не давала интервью, хотя уже немножко начинать могла. Я знаю, что мне нужно собраться, наоборот, накопить какой-то энергии и уже, как, что называется, выступить. Так, звонят с утра. Да, звонок в дверь с утра. И я начинаю вставать с постели, понимаю, что Сигарев не спит, значит, он бухой у себя в кабинете, значит, он сейчас откроет дверь. И точно, я хватаю только Эми, закрываю ей рот. Я понимаю, что меня не выпустят просто на митинг, а мне надо там быть. Ну, во-первых, я уже заявила во всех тогда еще возможных радио, СМИ, да, что я буду на митинге. Значит, и мне надо там быть. И вообще тема детей, особенно молодежи, да, для меня была очень важная, потому что, сам понимаешь, это все, что я не додала сыну, для меня было очень важно додать молодым. И мне надо туда очень попасть. И я закрываю ей рот, мы захлапываем быстро, тихонечко, конечно, захлапываем, нет, спальню. У меня там гардеробная еще в спальне. Я захожу в гардеробную, закрываю все тихонечко. Мы садимся, я говорю, Эми, умоляю. А она радуется всегда. Лайт начинает же, надо же всех встретить. И я говорю, нет, Эми. И вот я всю дорогу с ней сидела, разговаривала в темноте, что, пожалуйста, нет. Мне очень надо сегодня выйти. А там уже идет разговор. Сигарев бухой, открыл дверь, не понял вообще, что происходит. Заходите. Да? А вам не стыдно? Начинает им лекции читать. Они говорят, стыдно. А он говорит, так, ну, ее дома нет. Они говорят, ну, мы вам оставим бумагу, вы, пожалуйста, напишите, что вот ей, Яне Александровне, нельзя сегодня являться на митинге, марш матерей. Он пишет им каракули. Они говорят ему, а это что? Он говорит, я врач, я так пишу. То есть он просто издевается, он просто им читает нотации, лекции. Долго, пьяный, ему поговорить надо, понимаешь? Я сижу и думаю, сука, я его убью, когда я выйду оттуда. Я просто его убью. Он должен был открыть и закрыть дверь, и все, ну, если уж полез. Ну, и в итоге, конечно, мы там насиделись. Они ушли, оставили эту дурацкую бумагу о том, что я не должна выходить. Значит, А я выхожу, а он так просто, о, ты дома? Я говорю, слушай, ты что, дебил? Мы там чуть не умерли. Вот, то есть, но я постепенно уже, так как часто ко мне ходили, я постепенно, знаешь, к этому привыкаешь, зараза. Ты уже учишься там бегать, ты уже учишься маскироваться, ты уже учишься всех наябывать, потому что ты понимаешь, что все равно пасут, все равно покоя не дадут. А двигаться надо. И, конечно, тогда я напугалась сильно, потому что я думала, она меня запалит, они меня арестуют, мне неохота сидеть в каталажке день, я не попадаю на митинг. А он мне был очень важен, потому что это именно марш матерей. Ну, в итоге обошлось, я все равно попала, под дикий ливень мы все тогда вышли, было хорошо. Тебя очень сильно подкосило отравление Навального. Да, это был мой первый надрыв, да. Почему именно оно? Потому что я осознала, что я правда жила в розовых очках. Я не понимала, насколько опасно наше правительство, и что это реально сейчас происходит, убивают человека. То есть нет. Ну, то есть для меня это было немыслимо. Во-первых, я верила, что это наш президент, и что он обязательно придет через выборы к власти и все исправит, и мы будем жить счастливо, радостно и свободно. Я верила в это и верю до сих пор, что это так бы и было, если бы он пришел служить. Я очень ранимая вообще по поводу убийства. Вот я к смерти, к кладбищам могу легко относиться. А вот когда уже убивают человека, да, меня это очень сильно сломило.
И все это мое неверие, и вся эта моя глупость, и мои эти розовые очки. И я будто бы, знаешь, саму себя разочаровала. Я не верила, что это все начнется, что это возможно. И мне казалось, что я просто не хотела в это верить, потому что, ну, так проще жить, так легче. В общем, я очень себе там наподдавала потом. И я развалилась. Ты вышла на Красную площадь вместе со своей подругой Ириной Вилковой, которая была беременна на каком месяце? Да все, ее уже рожать надо было. Ну, то есть 9-9. 9-9. Вы вышли с плакатом «Путин, отпусти Навального». Это очень круто. Это было невозможно по-другому просто. На самом деле нам было плохо до такой степени. Мы не спали ночь, понятно, в разных квартирах. Я там Богу такого наобещала, такой хорошей девочкой быть, если Алексей выживет. А с утра... Обещала? А? Ну, как в детстве, да? Конечно. Я сразу вообще в ребенка превращаюсь, когда очень страшное что-то происходит. Я сразу договорчики. И я стояла на коленях и все сделала. А потом с утра меня вдруг осенило. Я думаю, я сейчас соберу у себя все деньги. Я очень хорошо зарабатывала всегда на Ольге, жаловаться не на что. И были деньги, и была какая-то тогда сумма хорошая. И я быстро звоню другу и говорю, все, я все придумала. Мы сейчас скидываемся все деньгами, берем самолет и вывозим его из России. И вот тут мне опять как ребенку говорят, слушай, этим занимаются серьезные люди, ты вообще успокойся, самолет уже стоит. Как стоит? А почему тогда он не вылетает? И начинается наше уже дальше расследование. Ага, его не выпускают. Так, что делать? Это все очень эмоционально, очень быстро, ты ни о чем не раздумываешь. И мне, главное, за день там дарит мой ревматолог мне картинку, формат А3 как раз лист, и говорит, Яна, он видит, что я очень эмоциональная, что мне нужно учиться успокаиваться. Он говорит, вот можно рисовать. Вот я тебе нарисовал картинку, вот ты ее возьми, и когда ты почувствуешь себя очень эмоционально, сядь лучше порисуй. Это очень хорошее упражнение. И я бегала, металась по квартире. Вечно, когда эти митинги или пикеты, мы постоянно искали ватман. И вдруг эта картинка, я ее хватаю, из рамочки выдираю, и вот у меня есть лист. И я начинаю писать на ней, придумываю, стою, что написать, и заходит Сигарев, и я ему ору, отпусти Навального, что еще, как еще вот сделать, чтобы это сейчас звучало? Он говорит, Путин, запятая, отпусти Навального. И вот так я хватаю этот лист, выбегаю, мы с Васей даже не успеваем пообщаться, с Иркой пересекаемся уже на площади. Это голимая эмоция была. Здесь нет геройства как раз, здесь вот так вело. Меня ведет всегда. Иру ты уговаривала или она сама? Нет, что-то, я ей звоню сообщить, что я собираюсь выходить, а в этот момент она говорит, ровно я тебе звоню, что я выхожу. Я говорю, ну что, куда? Она говорит, на Красную. Я говорю, of course. Потому что нам еще и Красная близко. Кстати, в суде, когда я это сказала, мне потом друзья говорят, да, это очень смешно. А хорошее оправдание. А почему вы на Красную площадь вышли? А она нам близко. Конечно, мы на Красную, собирайтесь куда еще. Это было вот такое обоюдное решение, и когда меня там некоторые люди пытаются мне там привить чувство вины, что ты еще из беременной пошла, но эту беременную было не остановить. Это исключено. Давай уточним. Пацан родился, здоровый, румяный, да. Бегает, прыгает, да. все хорошо. Да, все хорошо. То есть родить, конечно, у нее не получилось так, как было. Вот воды пошли на площади, и она... Воды прямо на площадь пошли? Да, в прямом смысле, да. И когда нас задерживали, и она полицейским говорит в этот момент, у меня отходят воды. И я им говорю, задержите меня. Они говорят, поймите, они с нами очень вежливо разговаривали. Когда мы подошли, она стояла с этой, господи, как ее назвать? Плакатом. С плакатом. И я говорю, ну и что? Давайте переиграем, у нее воды отходят. Они говорят, мы не можем, мы вызовем ей скорую в участок. И я говорю, Ира, сейчас успокойся, вот мы дойдем до участка, в принципе, мы этого и добивались, чтобы нас задержали, но просто мы хотели, чтобы задержали меня, понятно, не Ирину. И Ира мне сказала, главное, вот как, я говорю, вот все там расклады такие, что давай я тебя первую сниму, она говорит, главное, чтобы ты сказала, а потом уже ты меня подснимешь, если мы успеем. И я встаю, и мы встаем в надежде, что сейчас меня задержат, и я поднимаю плакат, говорю какую-то речь, значит. Блин, меня никто не задерживает.
Она говорит, ну все, тогда меня. И я начинаю ее снимать, и к нам подходят полицейские. Поэтому она попадает в участок, я делаю какие-то быстрые там истории, сообщаю, что мы в участке, нам тут же звонят журналисты, я успеваю давать интервью. Мне главное создать сейчас кипиш, обратить на себя внимание, обратить внимание на Алексея. И, при этом задержана она. И я дохожу по отделению просто там клетки, решетки. У меня только дежурный вот так нажимал мне кнопку «Хоп», я прохожу. Туда, где обезьянники. Я выхожу, он нажимает кнопку. То есть меня никто не останавливал нигде. У них шок был от того, какие мы были не в себе, конечно. И Ира перепугана, что у нее отходят воды, а помощь пока не оказана. И они ждут скорую, обычную. Обычную это вот просто вызывается скорая. Мы объясняем, что мы можем вызвать скорую из той больницы, в какую Ира должна ехать рожать. Они на что сказали «нет». Вот мы вызываем скорую, и она едет с этой скорой. Приезжает скорая, и просто я ему пытаюсь объяснить, что она не может с вами поехать, потому что вы увезете ее в больницу, не ту, которая ей нужна. Он говорит, да, конечно. Начинает как-то так дерзко со мной разговаривать. Я начинаю на него орать. Потом я начинаю ему напоминать, что он давал клятву Гиппократа, и что сейчас отравлен Алексей Навальный, его не спасают. И у меня все разносится опять дальше. Дальше Иру заводят в камеру, начинают у нее делать осмотр, а я все еще бегаю по участку, звоню там ее мужу, чтобы что со скорой. Он говорит, скорая уже здесь. Я говорю, вот скорая уже здесь, которая может ее отвезти в ее больницу. Зачем нам эта скорая? И тут нам приходит вот все-таки мое предложение всем на ум. Полицейские говорят, да, давайте, хорошо, мы вас задержим все-таки, а ее отпустим. И тогда они рвут ее протокол и составляют на меня. Но я захожу в какой-то момент в камеру, она лежит на столе, у нее раздвинуты ноги, он в черных перчатках и лезет к ней туда, и я начинаю орать. Доктор? Да, убери руки! У меня настолько, видимо, ехала крыша, что мне казалось, что это как темные пробираются, понимаешь? Вот я была не в себе. И я орала, чтобы он ее не трогал. Пусть ее осматривает та скорая помощь, которая вызвана для ее больницы, которая оплачена. Я не подпускала, потому что я не доверяла в тот момент уже никому. Я видела в них только врагов. Но у меня есть такой принцип в жизни, что если я накосячила, если я позволила себе тон или наорала на человека, мне нужно возмещать ущерб. И вот он уходит из отделения, протокол переписывают на меня, я задержана, и я ему говорю, мужик, я сожалею о том, что я кричала, прости меня, как я могу это исправить? И он мне говорит, чтоб ты, сука, так попала, чтоб тебя так разъебало. Да, я тоже так сделала, и пошла. Я говорю, окей. Он так ответил? Да. Чтоб тебе по-настоящему было плохо. Я, на самом деле, не расстраиваюсь таким словам, потому что если я возмещаю ущерб, и человек более меня не хочет видеть и посылает, это его право. Моя задача — предложить. Ты во Франции? Мы с тобой конкретно встретились в городе Версаль. Но ты здесь не живешь. Да, я приехала на разведку, потому что я пожила в Париже в разных местах. Я ищу свою точку. Я пожила в Пюто, и, собственно, у меня там все еще есть домик. И вот сейчас я в Версале... Который ты арендуешь? Да. Важно уточнить. Важно, да. Я ничего не покупаю, и в Суздале ничего не покупала, когда давала интервью Собчак. Все уверены, что у меня там дом. Это мы также с этими же друзьями, удивительно. Этот же друг наш, который снял тогда в Суздале дом после того, как нас выпустили с пандемии. И сейчас у моей подруги день рождения, это ее мужчина, он снял этот дом в Версале и сказал, хорошо, давайте вот домик, вы посмотрите на Версаль, мы уже хотели сюда переезжать. И решите, будете вы тут оставаться или нет. Вот, мы тут не будем оставаться. Скучно. Да. Я не могу, это для меня слишком пока по-пенсионерски. Я пока не могу. Но я не могу в шумном Париже, я в разных точках там пожила, и на Монмартре у меня там стащили телефон. И ты на разведке здесь просто? Да, я здесь на разведке. Ты поедешь дальше куда-то? Да, я поеду дальше. Но твоя база на Париже? Молодец. Это вот именно сейчас так звучит в моей жизни, что моя база Франция, и у меня огромная благодарность, потому что это отличная виза, я могу перемещаться по миру, я могу всегда вернуться сюда, во Францию. Через 4 года это вид на жительство. Каждый год я буду продлевать в префектуре эту визу. Говорят, это простая очень процедура. Вот. Но мне нужно интегрироваться, поэтому будем думать все-таки, что здесь тоже работать нужно. Но пока я ищу точку, вот где бы я жила.
Поэтому я еще поеду в некоторые страны. Вообще мечта уехать в Африку и пропасть. Но пока совесть не позволяет. Надо еще что-то хотя бы наших поддержать, тех, кто в заложниках в России. В общем-то, собственно, к тебе с этим и пришла. Что, надо наших поддерживать. И проекты я буду делать пока для русскоговорящей аудитории. Но, возможно, уже с субтитрами французскими, понимаешь? И я начала учить французский язык на 5-й день иммиграции. То есть база здесь, да. Ты снялась в финальном сезоне «Ольги», 5-м. который, как я понимаю, снимался уже после начала войны. Верно. Как ты это решение принимала? Как оно тебе давалось? Стоит обязательно сказать, что до решения еще, что это была наша... Вообще, после 4-го сезона я решила уже покинуть проект. И продюсеры очень меня попросили сделать 5-й сезон. Я не чувствовала в себе сил, чисто в персонаже, делать эту роль. И договоренность тогда была следующая. Я пошла им навстречу, но попросила 2 года перерыва, чтобы хотя бы хоть как-то поделать свои какие-то проекты. Когда я снималась в «Ольге», я не участвовала параллельно ни в каких проектах. Я не сделала ни одной серьезной роли. И меня это не расстраивало. Я такой человек. Если я что-то делаю одно, я делаю одно. Я не умею с проекта на проект скакать. Я потратила много сил на эту «Ольгу», я реально устала. Это не означает, что я не люблю этот проект или он мне противен. Я очень люблю этот проект, как все свои проекты, которые я делала, если я их уж выбирала. Это мои проекты. Но есть такое понятие, как «закончился ресурс». И мы решили дать мне отдохнуть 2 года. Продюсеров я предупредила, что готовьте деньги, потому что я не буду уже сниматься за ту сумму, которая у меня была на 4-м сезоне. Потратила в общей сложности я на все на это 9 лет. То есть вот все, что у меня есть «Ольга», вот по 16-ю серию, которая недавно прошла, это 9 лет. А дальше пандемия. Потом у меня происходит серьезное решение, это как раз не «Ольга», а выйти из политики после отравления Алексея Навального, когда его уже посадили, и Беларусь. Давай уточним, выйти из политики — это менее активно... Нет, закончить совсем. То есть когда уже последняя точка была, когда поднялся в небо истребитель, чтобы посадить гражданский самолет с Протасевичем. Ты хочешь пойти? Ну, давай. Вот. Иди на диванчик сюда садись. Пойди гули. Это меня очень сильно травмировало, и я была подавлена, как Беларусь. Вот Беларусь подавили жестоко. Были страшные пытки, людей пытали, люди гибли. А это для меня было самое прекрасное восстание, которое я видела вообще в своей жизни. Это встала Беларусь, вот эта нация, которая, мне казалось, вот сейчас нас всех научит, как надо бороться за свободы. И мое решение было покинуть страну. Я принимаю решение покинуть страну. Мало того, Беларусь подавлена. Я 3-й раз начинаю болеть ковидом, очень тяжелой форме. Я просто все лето лежу в лёжке. После этого... Лето 21-го. Лето 21-го, совершенно верно. Я лежу в лёжке, понимаю, что мне нужно найти силы, вот просто выйти из страны, вышагнуть из нее, неважно куда. Ко мне обращаются французское телевидение, федеральный канал, с просьбой сняться в документальном фильме. Про что? Это такой фильм, он посвящен был 30-летию путча. Собирали героев разного времени, но которые обязательно, естественно, жили в 90-е годы. И каждый герой рассказывает, как он жил в 90-е годы, что там было. То есть, да, такая фиксация моей личной истории. То есть, вот как я зафиксировала 90-е годы. Я снимаюсь в этой истории, и, естественно, им, помимо самих 90-х, я рассказываю про то, что сейчас здесь происходит у нас в России. И после фильма режиссер мне говорит: «Яна, вы должны себя спасти. Вы должны что-то сделать, вы в большой опасности». Вот так я поняла со временем, что на самом деле я не совсем правильно и адекватно оценивала обстановку и ситуацию, которая складывается вокруг меня в России и вообще вокруг нас, артистов. То есть я еще не понимаю. Вот, то есть, для меня спокойно. Закрыли все проекты после Навального.
А на что я надеялась? Это моя ответственность. Я понимала, что начнут все равно со мной что-то делать, потому что до этого меня не трогали. И мы каждый раз удивлялись, неужели будет еще одна Ольга? Неужели еще одна Ольга? То есть никогда не верили. И извини, что я так долго эту предысторию, потому что это как раз все о решении, да, вот как я к этому выросла. Это именно выросла. И мы снимаем этот фильм, режиссер мне толкает эту речь, я очень удивляюсь его речи и думаю, почему он мне это говорит? А что он имел в виду под спасти? Уехать. Уехать. Типа, дадут по шее? Да, что я в опасности. И я понимаю, что я не в опасности. Ну, то есть, все, я выхожу из политики. Подавили Беларусь, Навальный сидит. Я не понимаю, что мне можно еще сделать. Когда мне написали Ассоциация журналистов Беларуси письмо на электронную почту о том, что он поднял истребитель в небо, чтобы посадить гражданский самолет. Я первое узнаю это от журналистов из Беларуси. Еще не видела ничего в соцсетях. Помогите. И вот это бессилие, осознание того, что... А у меня уже суд только-только прошел. Первый суд за Красную площадь. Уже второй, по-моему. Да, второй. И я понимаю, что я себе уже помочь не могу. Но при этом не понимаю, что я в опасности. Я понимаю, что я очень хочу что-то еще сделать и делаю свой последний пост. Вот такой, что Лукашенко террорист. У меня больше слов никаких других не было. И тогда мне позвонила моя правозащитница, которая вела мои дела в суде, защищала меня. И она сказала, если ты демократ, и если ты чтишь закон и стоишь за это, ты не можешь его судить. Пусть судит закон. А если ты не понимаешь, то я тебе объясню. Вот сейчас ты подставляешься. Мы тебя только вытащили. То есть, да, это было после второго уже суда. И ты подставляешься. И я опять не понимаю, что она говорит. И она говорит, убери пост. Я говорю, нет. А это всего лишь сторис. Потому что Беларусь я вела четко по сторис. Каждое утро я вставала и поддерживала Беларусь. И я начинаю упираться. Я говорю, я не уберу. Какая разница, он уже есть. Она говорит, что, а может, они еще не видели. Ну, в итоге, как-то этот пост там дожил. Это всего лишь 24 часа. Для меня уже это было не принципиально. Я начала думать о том, что мне люди говорят вокруг. Я вообще тугодум такой. И вот режиссер это начинает говорить, что мне надо себя спасти, не подставляться и прекратить сейчас выступать здесь, в России. Ну, до меня очень медленно все доходит. На самом деле я в отчаянном положении в этот момент. И еле-еле, там, собрав свои силы, я даже интервью давала, очень слабенькое. На суде я помню только туфли адвоката и платье. Какие-то вопросы судьи, что-то там это. Мне абсолютно безразлично. У меня все выключилось. Вот я была мертвая внутри. И вот в таком состоянии я, собственно, принимаю решение уехать в Грузию. Полностью убеждена, что никакой Ольги быть не может. У меня закрыты все проекты. Все режиссеры, которые собирались меня, планировали снимать в своих проектах, написали мне, Яна, у нас не получилось тебя отстоять. Я им, естественно, написала, не останавливайтесь, снимайте и не обращайте на меня внимания. Все, я улетаю в Грузию. В начале сентября я улетела в Грузию. Там я начала как-то восстанавливаться после ковида. Врачи из Израиля у меня были, и они наблюдали за моими анализами крови, искали иммунитет на нуле абсолютно. Пожалуйста, куда-то в горы, куда-то. Я подумала, что Грузия была открыта, тогда не все было открыто. И я принимаю решение лететь в Грузию, там горы, начинаю приходить в себя и начинаю жить как ебаный Симба, знаешь. Бродить с кабаном с каким-то там, вот с сурикатом. Вот ебаный Симба. То есть я знаю свое предназначение. Я знаю, что мне надо бороться. А у меня нету этих сил. И я вот реально вот просто вот так живу. Хожу куда-то, ем какие-то яблоки. Они какие-то вкусные в Грузии. Вот я сплю, вот я с кем-то знакомлюсь, вот я с кем-то общаюсь, вот я живу, вот я опять брожу по Тбилиси. Ну, то есть это не моя была жизнь, но она мне очень нужна была. Извини, что я так сделал. У тебя от Грузии осталось вот это, да? Да, я вообще люблю значки. И да, это от Грузии именно с того периода.
Это, кстати, уже после начала войны появилось. Сейчас я просто закрыла логотип. Да, я же киношница, нас вечно с этим гоняют. Чтобы не типа реклама, вам, телевизионщикам, киношникам нельзя. Ну, нас так приучали, да, мы уже. Я думаю, наверное, ты тоже попросишь, думаю, надену этот значок. Он был с собой, и у меня еще есть очень хороший значок, и там уже Украина. Ну, там сердечко с флагом. Вот такие 3 лепесточка, вот такой вот логотип. Ну, мы вообще никогда никакие логотипы не просим. Да. Вот, но неужели ты думаешь, что на этот логотип поднялась рука? Вот. Я про Adidas. Ну да. Полностью убежденная в том, что ничего больше меня с Россией не связывает, и у меня начинается генеральная репетиция покидания страны. Я начинаю в Грузию думать, куда мне двигаться дальше. И тут мне звонят продюсеры Ольги и говорят: слушай, но если ты молчишь, у нас есть шанс сделать Ольгу. Я говорю: да завязывай, никто не даст. Нет, мы вот можем проводить такие уже беседы с руководством канала. Тогда еще Канделаки не было на канале. Что Яна вот вышла, Яна вот больше не занимается политикой. Мы хотели бы Ольгу. А продюсеры, правда, очень хотели Ольгу. Они любят ее. Я недолго думала, я сказала: ты знаешь, в принципе, сделать последнюю роль в России, сделать наш любимый проект, отдать это людям, заработать денег можно. То есть я на полном серьезе еще верила, что я вышла из политики. И все, они начинают подготовку. Но выходит интервью BBC, в котором вот очень вскользь меня задевают. Материал. Не интервью, а материал. Материал, да. Я не давала интервью, материал, верно, да, спасибо. Интервью там других было людей, да. В котором просто меня задевают вскользь, что Троянова в Грузии. Я думаю, что, конечно, продюсеров сразу напрягли на канале и сказали: а Троянова-то звучит. И тогда они ко мне прилетели в Грузию. Мы сидели в кафе и разговаривали вот о такой вещи, как: Ян, мы все понимаем, ты вот сейчас, сидишь и говоришь, ты вышла из политики. Но мы тебя знаем. И они говорят, что нам мало того, что ты вот пообещала. Нам надо какое-то доказательство того, что ты не сорвешься. Ты сорвешься. У тебя все равно произойдет срыв, и ты все равно выступишь. И тогда все деньги, которые мы вложили, мы просто уйдем сидеть за растрату. Я говорю: какой-то документ, что ли, это должен быть? Что это должно быть? Нет, вот дай слово пацана. Они меня хорошо знают. Я пацан в этом смысле. И я тоже недолго думала. Я дала слово пацана, сказала: по-взрослому, давайте по-взрослому. Люди вкладывают деньги. Мне нужно будет молчать. Окей. Я даю это слово, о котором позже, конечно, пожалею. Конечно. Позже это 24 февраля. 24 февраля я выкладываю только «Черный квадрат». В принципе, это эмоция, которую я даже нигде не подглядела. То есть чернота. Все. Дальше мы созваниваем. Я прилетаю в Россию после этого. Сразу я была на Шри-Ланке, когда началась война. Я прилетаю в Россию и встречаюсь первым делом с продюсером. Во-первых, я была убеждена, что сейчас встанет вся страна. Во-вторых, что Ольги не будет, потому что все откажутся что-то делать. Но продюсеры мне говорят: подожди, никакой отмашки вообще не было. Паника идет, никто не понимает, что делать. Можешь вот сейчас пока не выступать. Все равно это ничего не даст, кроме того, что ты сядешь. Могу. Да, это здравомыслие. И мы начинаем смотреть за ситуацией. Никто не встает. По Ольге тишина. Никто не орет, что Ольги не будет. Мы какое-то время подождав, продюсеры говорят: мы все-таки продолжаем. Я говорю: то есть мы продолжаем, несмотря на то, что однажды мы, возможно, пожалеем, возможно, нас потомки там никогда не простят. Мы работаем в стране оккупанта. И вот для меня была вот эта вот качель, что я делаю. Ты весь в какой-то вот этой вот цветочной пишется? пыли. Это мусор в кадре называется. Но. Это? Да. Так это жизнь. Почему мусор Нет, в кадре? это не жизнь. Кадр это иллюзия. Нужно быть чистенькими, нужно быть глаженными. Я, кстати, не люблю глаженность в кадре, но... Это говорит человек, который 5 Да, сезонов кино. отснялся в сериале, где все не глаженные? Мы все глаженные. И это меня возмущало всегда. Я думаю: а зачем? Правда жизни же Это же, мятая. это же не правда жизни. Вот, художники так работают.
Глаженность и никакого мусора, никакого. Есть правила, понимаешь, для зрителей. Зрителям не все нравится. Правду говорю. И? Ну, так правда жизни не всем нравится. Вот, молодец. Не готовы. Слишком чувствительные, восприимчивые, сердечники. Это же просто не из-за аккуратности, а из-за того, что мы просто под этим. Ну, говорит, короче, человек, который привык с великим русским режиссером сниматься. Вот. А вот у него проще, кстати, с этим. Он, наоборот, говорит, не трогайте ее, пусть она мята будет, подходит, землю мне берет и на морду мажет вот так и говорит, вот так хорошо. Вот я вот так работала. А потом в Ольге меня испортили. Телевизор не доводит до добра. Да. Но хорошо, как ты сказал. Ведь Ольга, это мой замысел был изначально зайти на телек из артхауса, как меня там ломало, господи. Я чуть не сдохла, я матом крыла всех на площадке, я матом крыла сценаристов. Они все это, конечно, переживали достойно. Это был мой план, зайти на телек. И знаешь, он когда для меня показал, что это оправдано было. То есть я Игорю сразу сказала, я пойду на телек. Вот пришел сценарий, пилотка всего лишь была. Ну, пилотная серия. И я зайду, и они увидят, что делаем мы. Ну, а мы уже стояли на митингах. И я хоть кого-то еще пробужу. Он говорит, если так чувствуешь, делай. А потом, уже когда Навальный сидел, уже после отравления, мы с Юлей Навальной встретились. Сейчас машина проедет. А это тоже правда жизни. Вот. А я киношница, видишь, что делаю? Чтобы брака по звуку не было, я тебе говорю, что давай дождемся. Очень уже надрессированная. Вот. И Юля, Алексей написал ей письмо, и внизу было «Мне приветик». И тогда по телеку я шла в Ольге и в «Последнем герое». Ага. И он говорит, пишет мне, Юля просит передать мне привет, и пишет, Троянову вижу чаще, чем Путина на телеке. И я подумала, бля, это работает. Тебя на зоне показывали. Меня на зоне показывали, понимаешь? И там братва уважает, понимаешь? И сколько людей вдруг потом стали подтягиваться на митинги, понимаешь? Это все... Ну, ты думаешь, что это связано? Ну, какая-то часть маленькая, пусть, но связана. Да, может быть, это не грандиозная работа, и мы все равно проиграли. И мы все равно прикатились к этому пиздецу невероятному. Но, я верила долго, что это работает и что-то получается. Я думаю, что что-то получилось все равно. Знаешь, если смотреть на все это, что сегодня с нами произошло, как на процесс эволюции, то нас все равно больше уже людей протестующих, свободных, да, мы все равно страна очень крепостная, не было никакой отмены крепостного права, это все иллюзия. Народ не приучен был к свободе, они не знают, что это такое, поэтому что-то получилось все равно. Ну, сегодня это не работает, не помогает, это не успокаивает, но тогда мне казалось, что все идет нормально. Мы победим обязательно. Ну, мы победим обязательно, но теперь уже вопрос, когда. Изначально, Ольга, это был мой проект, зайти на телек, да, чтобы со своей позиции гражданской хоть какую-то темноту пройти туда, к нашим, разбудить, не знаю, там, очухать, поддержать на пропагандовском телеке таком, где мы хотя бы что-то доброе делаем. Не политическое, но все-таки не пропаганду. И в итоге я понимаю, что у меня что-то удалось тогда от письма. И оно мне приходит в тот момент, когда я мучаюсь, сделать Ольгу или нет. И решение оказывается очень простым. Оттеснить пропаганду, насколько можешь. Хоть что-то светлое закинуть в этот телек. Служить, продолжать своему зрителю. Ну и команде, которая, в принципе, уже в запуске, да, то есть они уже в подготовке. И я не мучилась уже, я выполняла свой какой-то долг. Я больше не выебываюсь, как в жизни, в своей новой, трезвой, когда приходит то, что я не хочу. Вот мне дано это сделать, мне дает Бог. Я фыркая, пусть там мучаясь, но я говорю, окей, я это сделаю, потому что это как не то чтобы напоследок, это очень пафосно, а то, что я могу. И я пошла на это решение именно от данности. Вот мне дано, а другим артистам, которые бы могли прокачать телек еще, уже не дано, все закрыто. Я единственная, Троянова, которая еще и в оппозиции была, да, проходит на телек. Это такая, как игра. Мой такой начинается азарт, что
я буду в это играть. Я пойду. Расшифруй логику. То есть ты идешь для чего? В самой Ольге в финальном сезоне, ну, ни слова про войну. Верно. Ты идешь, чтобы что? Чтобы напомнить о себе. Это мягко сказано. Так. Я иду, чтобы напомнить о себе. Меня не было больше, на самом деле, 2 лет получилось. Автоматически это моя гражданская позиция. Я никогда не поддерживала режим Путина. Плюс я оттесняю хоть каким-то окном пропаганду на телеке, потому что телек весь становится пропагандовским. Это тот момент, когда даже в зонах показывают Ольгу. Все соединяется вот в одну эту тему пройти на телек. Пройти туда к людям. Чтобы они о тебе вспомнили, и потом, после того, как выйдет Ольга, и ты уедешь из России... План, молодец, да. Я просто не понимаю. Да, поняла, да. Чтобы дальше действительно работал план. В марте, после начала войны, мне предложили роль сыграть Иру Славину. Предложила Лиза Стюшова, режиссер фильма «Сулейман Гора». Далее она уже документалист. Она мне предлагает эту роль, и я понимаю, что это моя роль. Вот как Ольга однажды мне пришла, я поняла, что мне надо ее делать. И как все мои, в принципе, роли, я очень серьезно отношусь к ролям, очень серьезно. И приходит Славина. И я понимаю, что да, это я должна ее делать. Если кто-то не понимает, Ирина Славина — это журналистка из Нижнего Новгорода, которая покончила жизнь самосожжением у то ли здания МВД, то ли администрации. Да. Потому что ее кошмарили силовики нижегородские. Вот, потому что она боролась против путинского режима, и потому что она герой, на самом деле, нашего времени, в одиночку, которая боролась, и которую не просто кошмарили, и, да, ее таскали по судам, у нее гигантские штрафы, ей не давали жизни, никто за нее не вставал, и она в одиночку продолжала бороться, как Новодворская, понимаешь? Это такая Новодворская из Нижнего Новгорода. Но, конечно, это Ирина Славина, и которая в итоге, да, совершила акт самосожжения. И я понимаю мой план. Ага. Я говорю режиссеру, смотри, Ольга, похоже, будет, мы будем ее снимать. Хотя мы каждый раз не верили, что это у нас получится. У нас это вот уже я, и мы объединяемся там с Лизой Стюшовой, что после Ольги только я могу сниматься в Славиной. Она говорит, отлично, я пока готовлюсь. План. Я снимаюсь в Ольге. Сразу после Ольги я должна была сниматься в Славиной. И, извини, после Славиной сразу к тебе. То есть съемки Славиной, я выезжаю из страны, жду, когда выходит Ольга. Мое слово пацана работает до 16 серии эфира на ТНТ. И дальше я к тебе. Вот такой я план себе построила. Славина не случилось? Вот, рассказываю, да. Значит, и по итогу мы снимаем уже тизер, заканчиваем Ольгу и готовимся на следующий день. Буквально нам надо уже выезжать в Нижний Новгород. И мне звонит Лиза и говорит, линейные продюсеры отказали нам. В чем? Все узнали, с чем мы едем. Все знают, что мы будем снимать про Славину фильм. А мы должны были встречаться с семьей, муж, дети, мать. То есть это все было запланировано еще и в процесс съемок, и немножко документалистики, мне пообщаться с семьей. Но фильм художественный. Фильм художественный, совершенно верно, да. И фильма не случилось? Да, у нас не случается тогда фильма, мы по-прежнему продолжаем сейчас уже за границей искать деньги, то есть, возможно, это будет во Франции, то есть у нас все по-прежнему на ходу, но план нарушается. Конечно, очень обидно, потому что мне казалось, что это хорошая работа, направленная на людей. То есть план совсем укоротить. Ты возвращаешься в Ольгу, люди снова вспоминают о тебе, в том числе люди, которые, там, условно говоря, не смотрят YouTube, не имеют доступа к YouTube, а люди самых разных слоев. Зайти на телек Трояновой, это вообще... А после того, как выходит Ольга, все про тебя вспомнили. Люди, которые снова тебя увидели, снова тебя полюбили, слышат от тебя твою позицию. У Дудя, совершенно верно. Про и войну. видят фильм «Славина», да. Вот да. это ты... Завернула, да. Я такая, немножко мне нравится посидеть, подумать, что я сделаю. Я всегда одна боролась. То есть у меня не было команды, компании. Я никогда не принадлежала там ни к одной партии. Но мне нравится сесть и продумать, что я могу как артист сделать.
Я не воин, не солдат. Конечно, там у меня были минуты отчаяния, когда я плакала, хоть бери оружие, вставай, иди, защищай Украину, да, то есть люди гибнут, все, Россия напала на Украину, точка. И что я могу сделать? И всегда этот вопрос мой во Вселенную, Богу, как я могу быть полезна другим? И в руки берешь Ольгу, вот дают, бери. Вот, на, сделай. Это для людей, это про людей. Мало того, естественно, начинаю работать над образом. И, кстати, я всегда над образами работаю тоже бессознательно. Это удивительно, как я не осознаю, что я буду делать. Вот сценарий, он не про политику, да. Как я могу там еще постучаться кому-то в голову, да? Что я могу сделать? И я начинаю вдруг меняться физически. Я всегда перед каждой ролью меняюсь физически. И начинаю это видеть. И я начала превращаться очень медленно, вот особенно когда 24 февраля я обрушилась и превратилась, как мне потом люди во Франции говорили, ты похожа на рыцаря. Я больше не была бабой. Я же играла бабу русскую, понимаешь? У меня ушло это все, ушла эта недовольная баба, вечно с какой-то претензией к этой жизни, да, там, вечно с какими-то спасать своих близких, да, не любить, уважать, а спасать, менять, да. И вот уходит эта баба, и приходит какой-то рыцарь. И я понимаю, что компания будет в шоке, когда меня увидит. А я не могу уже поменяться. Я похудела до 47 килограмм, я не могла есть несколько месяцев после начала войны. Но внешность, я, знаешь, сначала постарела так дико, бух, и старуха. А потом немножко начала как-то в себя собираться, не могла поправиться, не могла научиться обратно есть, но образ появился. Появился образ. Мне очень стало понятно, что со мной происходит, что меня ведет. И меня повел вот этот образ какого-то рыцаря. Я не увидела все еще сериал, но первые серии уже посмотрела. Мне нужно было проверить хотя бы перед тобой, перед встречей с тобой, что там получилось-то. Я не могу сказать, что там в общем получилось, и это не важно. Важно, что зашла другая Ольга. Больше нет той Ольги. В 5 сезоне зашла новая Ольга, которая повзрослела. Все, хватит. Мы инфантильная страна, мы никак не можем повзрослеть, никак не можем научиться любить свою страну, интересоваться ею, ходить на выборы. Вообще быть достойными гражданами своей собственной страны. Мы все проебали. И вот этот проеб, понятно, для меня он начинается там, где каждый человек просто занят своим недовольством, там, своими какими-то, понятно, бытовыми вещами из-за нищеты. Здесь длинный разговор, если там, да, туда лезть. Но что я могу сделать? Каким примером я могу быть? Точка, примером. Примером. Измениться внешне. Я не могу им текстом ничего сказать. Сценарий не я пишу. И не могу там руководить. Это комедия. И я продюсерам тогда уже говорила, когда они увидели, как я выгляжу, по видеосвязи мы связались. Я говорю, вот такая будет Ольга. Конечно, у них был шок. Потому что не было той бабы больше. Я 9 лет сидела в засаде в образе бабы. Я, когда делаю образ, не могу заниматься другим. И между Ольгами я всего лишь просто тупо отдыхала и сохраняла даже стрижки вот эти вот. Заросшие волосы эти отросшие, да, там немножко неприбранная, одутловатость такая, да, и вот это надо было сохранять. Вот это вот типа понятие русской бабы. Вот это вот такая вот Мордюкова из родни. Я вообще изначально делала ее с химией. И мы пересняли этот пилот потом из-за этого, потому что я с химией, это просто не туда. Вот. И все, что я поняла, артист — это же тело на самом деле. Что я могу изменить свою внешность в какого-то достойного человека вообще. Вообще люди, которые не живут только про себя и своими проблемами, они хорошо выглядят, когда они про других. Они прекрасно выглядят. То есть на митингах я видела именно таких людей. С прекрасными умными глазами, прекрасные лица. Поведение просто на 5. Было приятно находиться на митингах. Это как, знаешь, вот охуенная тусовка. Мы же мирно там ходили, и было приятно находиться друг с другом. Для меня вообще огромная честь там было стоять. Я-то с Урала дама, и быдло-то это я. И когда я начала меняться в Москве и в своей новой жизни, я оказалась на этих митингах, вот именно для меня это была честь. И я захотела показать, что человек может меняться, даже физически, и выглядеть достойно.
а не одутловато, запущена, несчастная, сидит баба недовольная, да, вечно. Ольга не совсем такой была, но, в принципе, это направление. Вот. И по итогу, вот сейчас могу сказать, что я, увидев, там, я посмотрела первые две серии, да, образ есть, вот этот образ есть. Но план был нарушен. Мы с тобой отъехали от того места, где ты сейчас находишься, приехали в еще одно предместье Парижа. Самое большое русское кладбище за пределами России. 15 тысяч, кажется, захоронений. Здесь те люди, которые уезжали от революции. У тебя же особое отношение с кладбищами. Ну ты прикольно мне это написал, да, кстати. Твоя идея прийти на кладбище, но она отличная была предложить. И мы буквально за день с друзьями разговаривали, что я бы вот на кладбище поехала бы. За день до моего сообщения. Да, да. Друзья говорят, ну ты что, это кладбище? Я говорю, не знаю, а мне вот абсолютно нормально. И ты на следующий день это предлагаешь. Это раз. Мое особое отношение, думаю, в тебя ввалилось из-за волчка и во многих других людей. У меня не было особенного какого-то отношения с кладбищем. Оно просто было рядом с тем поселком, в котором я жила, маленькой, где я родилась. Ты рассказывала, что ты ездила. Я ходила конфеты собирать там. То есть даже у Сигарева, Сигарев-то это все, естественно, гиперболизировал, да, уже в кино, она конфетами выкладывает могилу мальчику. Я всего лишь собирала лучшие, метелицу, карамельки не брала, а он однажды набрал карамелек полный мешок, принес также в школу маленьким, и когда из них повалились на свой день рождения, мама не купила ему конфет, муравьи посыпались. Все заорали, он с кладбища принес. И так и родилась пьеса «Божьи коровки возвращаются на небо» чуть позже. Вот, поэтому у меня не было, знаешь, к кладбищу страха. У меня никогда не было к нему отношения. Я даже водочку там пробовала, ходила, понимаешь? А ее везде, там еда. Маленькой? Да. Я маленькая уже начинала пробовать алкоголь. И кладбище это было первое место, где это было доступно и легко. Ну, все пьют вокруг, и я тоже. Ну, а конфеты хорошие надо было брать, шоколадные. Я не брала карамельки. И нигде не палилась, чтобы у меня муравьи сыпались. Ты была Торовой? Абсолютно. И меня бабушка не могла удержать. Бабушка дворянка, не пила, не курила. Такая, как породистая лошадь выглядела. Мы попали в этот дохлый поселок, его в простонародье так называли. Вообще он был лечебный поселок. То есть на полном серьезе я родилась в поселке на краю большого города. Как у Сигарева начинается, в принципе, «Волчок» с этой фразы. И а вокруг упыри и вурдалаки. То есть это для туберкулезников в свое время создавался поселок на лечебной речке. Якобы они будут оздоравливаться. Они приезжали умирать, конечно. Они допивались до смерти, дохли каждый день, рубили друг друга топорами и так далее. То есть вот я родилась в такой атмосфере, мне мало что было страшно. Меня, наоборот, к ним очень тянуло, бабка не выпускала, постоянно закрывалась калитка. Я находила лазейку, это нужно было бежать через лес, вернуться к ним и попасть к тете Тамаре, к той же, там, у которой тащишь маленького сына годовалого ребенка, я у них воровала, потому что они напивались, я думала, он поживет у меня в сарае лучше. Ну, то есть я, понятно, что была очень таким, ну, живчиком, и все-таки нестандартным ребенком. Сразу все видели, что я какой-то одаренный ребенок. Мама одарена была, она вундеркинд, и к 18 годам прочитала уже всю мировую классику. И испортила зрение очень сильно. А я была одарена, я артистом родилась. И я очень этот мир хапала. И я любила их, знаешь. Бабка меня не выпускала, она такая строгая, полька, дворянка. То есть все это было для нее ужас. Ее обманули с обменом, на самом деле. Она попала в этот поселок. А я же к ним тянулась. Потому что когда они были трезвые, они были на самом деле очень добрые. Они ко мне по-доброму относились, и они слушали мои песни и концерты. А она нет, поэтому меня к ним тянуло. Они напиваться не могли? Не напиваться не могли, к сожалению. Дальше они уже напивались к вечеру. У нас даже там жила одна очень интеллигентная алкоголичка. Весь день она поливала свои цветы в саду, что-то, какой-то чистый дом. Но вечером выпивала пару рюмочек, после чего говорила: выпили, пошли нахуй. То есть у нее начинался такой уже заеб, она становилась не собой, очень страшной женщиной. Вообще они, конечно, выглядели по пьяни для меня вот этими лешиями, но меня тянуло к ним почему-то. Я абсолютно из них, знаешь, вот я думала, что я в семье в своей подкидыш. Польские женщины, красивые, высокие, и какая-то я маленькая. Меня готовили в балерины, такая худенькая была, но меня к ним тянуло.
мне с ними было интересно. Поэтому кладбище это было для меня норм. Понимаешь, у меня все, это было, эти все не нормы, да, вот где я живу, в каком месте и что рядом. Но для меня была норма. Я очень быстро это принимала за свое. Это пропитание. Конфет дома редко было, поэтому я не относилась как-то особенно к кладбищу. Просто многие дети очень боятся кладбища. Конечно. Они боятся там похороны где-то увидеть. Конечно, а я, наоборот, лезла. Я смотрела покойникам в уши и думала, вот он меня точно слышит. Вот я вижу, что он меня слышит, понимаешь? И вся бабка забирала от этих покойников. А играет оркестр. Знаешь, раньше еще заказывали оркестр поиграть на похороны. Вот. А поселок был вот ровно вот эта дорога, а по бокам 5 домиков. То есть в общей сложности 10. Очень маленький. И начинался уже лес, а сбоку еще был завод. И на нем ездил кран. Завод делал ключи. Маленький завод. У меня бабушка там работала на проходной. И она меня даже к себе как-то туда, естественно, брала. И мы ходили туда в душ мыться. Мы единственные, кто в поселке мылись. Ну, горячей же воды нет, это поселок. А на заводе был душ. А на заводе душ, да. И мы с мамой всегда ходили мыться на завод в душ. Но на заводе, самое главное, стоял кран. По сегодняшним меркам он маленький, а тогда он мне казался гигантским. И когда он, наконец, включался, я слышала этот мотор, и с разбегу бежала в лес из поселка, это близко. И когда он заходил как бы в лес, я от него неслась глубже в лес, и мне было не страшно бежать в ту глубину от него, потому что если ты от кого-то бежишь, тебе не страшно, куда ты бежишь. И это были достижения, знаешь, такие, я дальше в лес убежала. Я все искала еще лечебную речку, я ее так и не нашла. По которой назван поселок? Да, которая должна была излечить всех от алкоголизма и от туберкулеза, но ее не оказалось, ее нету. Это очень хорошая, кстати, для меня метафора, потому что потом я в жизни обнаружила, что алкоголизм не лечится. Не лечится? Да, это смертельное заболевание. И я в детстве это все фиксировала, представляешь, это оказались очень продвинутые вещи потом. Что происходило на съемочной площадке? Как это выглядело? Уже вовсю идет война. Да. Судя по времени года, это уже май-июнь. Это вообще лето. Мы начали 1 июня. Вот. Известно уже и про Бучу, и про Ирпень, и про другие ужасы, которые происходят в Украине. Да. Как это выглядит? Ну, во-первых, я приезжаю и встречаюсь с командой. Это другие люди. Это другие лица. Это лица скорби. Это хорошие люди, которым некуда бежать, некуда деваться. Они вынуждены работать, им нужно кормить свои семьи и так далее. И да, мы только про это там живем. Мы живем про то, что идет война. Когда продюсеры увидели меня еще по видеосвязи вот с этим новым образом, и я сказала, Ольга будет такая, и не хотите, не снимайте, но она будет такая. Помните, что когда будет идти Ольга, война будет идти. Они сказали, да ты что, перестань, уже все закончится. Все же всегда верили, что вот сейчас. Они говорят, да перестань. Я говорю, я вас уверяю, я после этого истребителя все поняла. Они отмороженные, они нас убивать будут. И война будет идти, он не уступит. И не надо вот этих иллюзий, а мы хотим комедию сделать хорошую. Помните, пожалуйста, что будет идти война, когда мы выйдем в эфир. Никто мне не верил. И, конечно, когда мы снимаем Ольгу, а война продолжается, мы все вот так на друг друга смотрим. Мы вообще нормальные? Мы вообще здесь находимся, где нам надо находиться? Или надо останавливаться? Но мы продолжали вот как роботы это делать. Очень было тяжело сниматься. У нас люди с площадки пропадали, потому что, особенно когда началась мобилизация, просто все посыпались. Мы уже доснимали нас, там, полкоманды, да. Идет какой-то... Люди уезжали? Люди уезжали, мужчины уезжали, и мы их отправляли. Это первый раз в жизни, когда я видела столько слез мужских и женских о мужчинах, о том, что истребляют мужское население России, и мы их выпинывали просто. Убегайте, бегите, хватайте своих сыновей, вывозите. Был ужас и паника. Было очень страшно находиться в России. Я не видела такой подавленной атмосферы и атмосферы ужаса одновременно никогда в своей жизни. У меня нет больше трагедии в жизни. Ее нету просто. Эта война показала, что твоя жизнь, она ничто. Гибнут люди, мужчины из России бегут. Пожалуйста, спасайтесь, правильно, бегите, не участвуйте в этом, спасите свои жизни. Гаситесь в подвалы, если у вас нет возможности уехать. Мы очень поддерживали мужчин. Я никогда так за мужчин не переживала. Никогда. Это просто было очень страшно. И поэтому снимать было очень тяжело. Нам было тяжело, но перли. Я тебе говорю, мы перед мотором вот стоим, у меня текут слезы, я реву.
Мне говорят, готово. Я вытираюсь, говорю, готово. И вхожу в кадр, я делаю Ольгу. Выхожу, и мы опять ревем, потому что... Уже есть какие-то обсуждения там внутри команды или как-то еще? Он успешно прошел или нет? По рейтингам он прошел успешно. По для телека. Да, по теле. А творческие люди довольны им? А ты знаешь, я не знаю. Вот она только-только прошла. Мне неинтересно. Еще раз говорю, я дальше не интересуюсь тем, что я сделала. Вот это уже была бы, ну, такая, знаешь, самолюбование. Ну, что, как? Ненавижу этот вопрос. Ну, как? Блядь. Ты хочешь знать, как у меня твое кино? Ну, давай я тебе расскажу. И начинаю правду матку. Поэтому я никогда не интересуюсь. И сейчас это не потому, что, кстати, даже вот только-только прошла Ольга. Юр, мне правда не интересно. Вот я все, что могла, я сделала. Я знаю, что рейтинги для телека неплохие. Я написала продюсерам. Я даже у них не спросила, как им. Я вижу, какие они сцены вырезали, потому что я не справилась. Я правда была мертвая. Абсолютно. Меня постоянно убивала война. Я не могла нормально работать. Но все-таки, если не ныть, не жалеть себя... Что-то сделалось, что-то... Как это будет дальше работать на людей, я не знаю. Но, по крайней мере, у меня получилось хоть как-то наших поддержать. Не получилось снять Славину. Получилось, да, идти до тебя. Просто в первой серии лежит на Ютубе, там много комментариев. Я не говорю, что это что это единственная выборка, потому что может быть по-разному. Но там много комментариев, что как будто уже что-то не то. Конечно. Даже не удивляюсь. Мне по первой серии показалось, что это уже ремейк Ольги. Есть такое. И это не комедия. Она не получилась, думаю, комедией. Такого невозможно. Вот все, чем мы были пропитаны, это война. Каждый член команды. Там хорошие, вменяемые люди. И все они просто честно выполняли свою работу. Но это просачивается. А это не может быть проблемой, что, ну вот, когда у тебя есть слон в комнате, а ты его не замечаешь? То есть ведь, точно может быть творческое высказывание, даже в жанре комедии, на фоне войны, когда... Ну, создатели не стесняются говорить, могут говорить, что война идет. А здесь по понятным причинам, поскольку это Россия, поскольку это ТНТ, такого, ну, никакой отсылки не может быть к этому. В этом может быть причина, почему это выглядит как ремейк? Ты знаешь, думаю, нет. Потому что на самом деле у авторов изначально не было такой задачи. Они никогда не скрывали. Да, продюсеры Ольги, они никогда не скрывали. Актуальная повестка точно была. Если ты помнишь, в первом сезоне, там, когда... Могли шутить о политике. О политике, там есть... Все было, соглашусь, да. Ольга была классная. Первый сезон самый лучший, да. А дальше мы на Ольге можем видеть, как закручивались все болтики. Как наша свобода уходила. Как приходила цензура. Это все видно по киношникам. Это видно по кадру, какие из кадра исчезают люди. Да, все. На их место приходят другие. Все меняется, все закручивается. И мы не исключение. И авторы не могли прыгнуть выше головы, потому что им просто все закручивали. И да, ушел основной юмор как раз о политике. А этим, может, Ольга и была дорога. Но если раньше для нас это была норма высмеивать политиков, да, и раньше это делали и комики, да, а потом всех закрутили. И начали все искать какие-то другие темы. А их нету и быть не должно. Особенно в такой стране, как Россия. Нужно постоянно юзать политиков. Постоянно. Но у нас уже не было такой возможности. И плюс на 5-й сезон к нашему общему аху еще и приходит Тина Канделаки. И говорят, она очень жестко там следила. Зачем? За материалом. Каково тебе... Вы пересекались? Никогда. От самого факта, что ты вот в данный момент работаешь в процессе съемок, что ты работаешь в сериале, который выйдет на канале, которым руководит Тина Канделаки. Один из голосов этой войны. Ну, у нас вся страна под Путиным, если что, да? И это тоже факт. И если я буду думать, я не пересекаюсь с этими людьми. Я, во-первых, не работаю с каналом ТНТ. Я работаю с компанией Good Story Media. И это очень хорошо, потому что я не думаю, что у меня хватило бы сил просто пройти мимо Тины Канделаки. Я думаю, что получилась бы какая-то стычка. И меня, знаешь, меня всегда так судьба ведет, что я вечно прикрыта как-то была. Я, правда, была очень долго прикрыта, и меня не трогали в России. И я думаю, что здесь еще заслуга продюсеров в том, что они защищали там меня. Они вели все переговоры. Меня никогда не втягивали, мне никто не звонил, мне никто там ничего не указывал. Я просто делала свою работу, не пересекаясь с людьми определенными на канале. Мало того, я хочу сказать, что на самом канале работает много очень талантливых и охеренных людей.
И они делали лучший канал страны в свое время. Это лучший канал. Одни комики там чего стоили, комеди-баттлы, да. И все это заслуга вот этих талантливых, классных ребят, которые делали этот канал. Но пришла цензура, диктатура и так далее, и все это, конечно, превратилось в то, что превратилось. Мне не приходилось пересекаться с этими людьми. Я знаю историю одной актрисы, она мимо шла Соловьева, в павильоне где-то на съемках. И она говорит, я прямо вот сжимала кулаки, мне казалось, что я сейчас ему въебу. Я говорю, и далее безумие. Чё, куда пойдем? Вот так. Как ты отреагировала, если бы шла мимо Соловьева? Да сложно сказать. Слушай, можно сидеть сейчас геройствовать, пальцы гнуть и говорить, я бы ему въебала, я бы ему плюнула. Не знаю, я могла замереть от ужаса. Я вообще, я не понимаю этих людей. Такое ощущение, что это не люди. Мне страшно, Юра, на самом деле. Мне пиздец как страшно. И я не понимаю, честно, искренне, как можно смотреть этого человека. Но это же видно, что он либо сошел с ума, либо это уже просто исчадие ада какое-то. Это разве человек? Это кладбище, на котором похоронен Тарковский, Бунин, Нуреев. У него очень запоминающаяся могила здесь, покрытая ковром таким. Я только фото видела. И это Галич. кладбище появилось во все... Галич, да, тоже здесь. Это кладбище появилось во всех новостях в начале войны, когда Франция отказалась принимать платежи у России. И сейчас появятся заголовки, которые были в российской прессе после этого. Это, конечно, совершенно чудовищно. Про то, что европейцы объявили войну мертвым и все остальное. Хотя, на самом деле, как я понял, все сильно проще. Здесь просто... Абсолютно, это аренда земли. Здесь аренда земли, ее надо поддерживать. Да. А французы отказались принимать именно... И взяла на себя с 2005 года Россия платила аренду тех могил, которые не могли родственники поддерживать. Вот. А там они просто отказались это брать. Но когда я перед поездкой сюда просто освежил заголовки, которые появились у российской пропаганды и сопоставил с тем, насколько они не имеют отношения ни к чему, было, знаешь, от них в целом всегда отвратительно, а здесь было прям втройне. Потому что они перевирали вот на такой теме. У нас же разжигание ненависти, поэтому всегда все переиначивается. И не только это, поэтому я более не... Меня, во-первых, пропаганда не может поразить, я это уже проверяла. А во-вторых, мы не можем верить сегодня оккупантам, которые пытаются перед всем миром отбелиться и показать, что весь мир враги. А ведь главное народ убеждать, продолжать в этом, что весь мир на нас войной, а мы тут такие Робеспьеры. Сопротивляемся, а главное освободители, действительно. Важнейший вопрос, который меня терзал, когда я пересматривал какие-то серии Ольги и смотрел серии нового сезона. Как ты думаешь, Ольга поддержала бы войну? Отличный вопрос. Он, правда, очень хороший, потому что Ольга — это как раз вот это вот наше население, да, основное, где люди заняты только своей бытовой жизнью. И я даже считаю, что она поверила бы в то, что в Украине нужно идти спасать людей от бандеровцев, фашистов, да, вот от этой... В эту ересь она бы поверила. Но, там в силу своей вообще незаинтересованности в стране, да, то есть она не понимала, что происходит тоже в стране. Она только занята была своей семьей, и таких людей очень много. Но вот про Ольгу жирная она, потому что если бы дело действительно в Ольгино время дошло до войны, и ее бы сына стали забирать мобилизацию, хуй бы она его отдала. Вот она дошла бы до Украины и забрала бы его. Вот это железобетонно. Вот здесь она бы очухалась. Как очухались у нас матери в России, когда поняли, что происходит. И, кстати, это был фильм у Гордеевой, очень хороший, где она показывает матерей, которые пошли за своими сыновьями, а в итоге это превратилось в движение разыскивать ребят, погибших или еще пока живых. Большое ли это движение? Нет.
Блин, очень грустно слышать это, что вот пока других кидают на мясо, и пока бомбят соседнюю страну, я типа готова с этим примириться. А вот когда мой сын, то сразу меняется. У людей так работает. Вот, слушай, я раньше тоже... Я когда жила после начала войны вот в этом осуждении в диком, и я не осуждаю, я грущу. Я понимаю, я в осуждении, Юр, жила. Я осуждала, я была в таком аду. Осуждение – это самое адское состояние, когда я не понимала, как это возможно. Но меня все-таки привело в чувство то, что я сама потеряла сына, и я виновата. Я не растила этого пацана так, как нужно заниматься своими детьми. Это сорняк был. Это был нежеланный ребенок. Я забеременела, это называлось «залетела» в 17 лет. Меня не взяли на аборт, я очень хотела. Мама сказала мне, что я ей буду не дочь, если я сделаю аборт, потому что первый аборт делать нельзя. Было какое-то предубеждение в Советском Союзе, что этого делать нельзя. Можно. Просто нужно искать хороших врачей. Мне находили врачей мама моего залетчика, будущего мужа, которые соглашались меня за деньги взять на аборт, но, увидев меня, я лет на 14 похожа была, в 17. И они отказывались, они говорят, она ребенок. Они позволили эти взрослые ребенку родить и сделать из меня не мать, а чудовище. И только это осознание привело меня в чувство, эти мамы ничего не понимают в этой жизни. Мало того, а какое население это отдает своих детей на войну? В основном, извините, алкоголическое. И я сама алкоголик. Я сама бухала и просирала вот так ребенка. И в новом времени, вообще, когда я протрезвела, когда я очухалась в этой жизни и начала видеть мир, будь то я до этого была слепая, и вдруг я увидела, как вообще занимаются детьми. Что такое воспитание, что такое развивать ребенка, что такое вкладываться в ребенка, что такое просто любить. Я была в ужасе, потому что мы вообще были не про это. Та основная часть населения, мы понятия не имели, что такое вырастить своего ребенка, а потом, конечно, не отдать на войну. Потому что, когда ты вкладываешься, когда ты любишь, ты пасешь ситуацию в стране. Ты понимаешь, что происходит. Они ничего не понимают. И мало того, они не любят своих детей. Я не любила своего сына. Это была абуза. И это очень однажды честный разговор состоялся, который, опять же, меня вытащил из этого ада осуждения. Первое, что я увидела в этой новой жизни, что есть еще, оказывается, отцы, что они тоже занимаются своими детьми. Да еще как! Это меня поразило. Отцы. Отец, понятия для меня не существовало там тогда в Союзе. Эти отцы, так называемые, били моих подруг, своих дочерей. У меня подруга однажды приходит в школу вот так с рукой. Я говорю, что там? Быстро показывай. Она показывает, а там звезда от пряжки. Я говорю, это что, блядь? Она говорит, отец. А отец у нее 2-метровый был, ее тоже хотели в волейбол там отдавать. Высокая девочка. Вот этот кабан избивает свою дочь пряжкой. Моих друзей всегда пиздили отцы. И я смотрела потом в небо подростком и говорила, боже, спасибо. Я неверующая была, но у меня это вылезало откуда-то. Спасибо, что у меня нет отца. Либо их не было, этих отцов, у моего поколения и старше. И вот это вот все, когда я посмотрела честно на свою жизнь, ты мать, что ли, была? И даже не потому, что у тебя ребенок повесился вон, а потому что ты вообще вкладывалась туда. Ты любила его по-настоящему. Ты вообще там каплю пота-то уронила. Вместо, блядь, своих бухать, карьеры, там, чуваки, мужики. Да вот это все. Ты куда сейчас это закопаешь-то? Это никуда не закапывается. Об этом можно молчать, либо об этом можно честно с собой поговорить и еще и поделиться с другими. Что я ни хера не была мамочкой-то святой, хорошей. Я была мамочкой, которая проебала своего ребенка. И этот человек в 20 лет повесился, потому что у него было разрушено все внутри. Все. Отец, который, опять же, бил меня при нем, да, и ребенок чуть за гикой не остался, он заикался год ровно.
Мое отношение к жизни, лишь бы себе хапнуть что-то там, да, урвать денег, охуенно где-то пристроиться, охуенно где-то бухнуть чевасика. Где там был ребенок? Да, понятно, я его не бросала там и все-таки брала под мышку, если надо было уже, я понимала, что я в пиздеце в каком-то нахожусь. Понимаешь? И я не то чтобы вот этим всем хочу оправдать матерей, я хочу понять. И я могу, я, оказывается, способна. У меня осуждение закончилось ровно там, когда я на себя посмотрела. И сказала, ты-то вообще право имеешь кого-то судить? Ты какой мамой ты была? Ты еще кто тут сидишь, пиздишь? Ты кого судишь? Женщин, которые ни хера не понимают? Женщин, которые спиваются? Женщин, у которых не было рядом настоящего мужчины, который бы занимался ребенком? Юра, это очень сложный для меня вопрос был. И он остается. Я не могу сегодня сказать, что какой ужас, как говорят интеллигенция сегодня, как они могут это делать. Я знаю, как они могут это делать. Я могу их понять. Я их не оправдываю. Я могу их понять, потому что я сама такой была. Я не знаю, почему Богу было угодно, чтобы я вдруг потом, ударившись о дно, встала и изменила свое отношение к жизни и ко всему, что я там натворила вообще. Как ты сама себе объясняешь? Почему люди поддерживают войну? А некоторые даже кайфуют. Вот это также то, о чем я разговариваю с украинцами, когда я их встречаю во Франции. И они это, кстати, некоторые знают, они тоже не понимают, почему, допустим, Россия не встает. И вот я им вынуждена рассказывать, и сейчас поделюсь своими соображениями, и это никакой не секрет. Ну вот смотри, сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся просто нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда ты вынужден просто ломать башку, где взять пожрать, а еще, извини, пардон, бухнуть. И вот ты постоянно в этом вертишься. И на эту нищету застилается пропаганда. Мощная. Все, телек полностью отдался пропаганде. И вот в эти головы и так-то, извини, пустые, я не хочу этим оскорбить. Правда, у людей нет возможности образовываться, у людей нет возможности интересоваться тем, что происходит в стране, у них ее нету. Они там выживают. Я родилась на дне, я знаю, что такое, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, блин, это постоянная борьба и постоянное нежелание уже жить, потому что... Ты в аду, как белка в колесе, что-то там вращаешь. На сегодня ты нашел пожрать, а вот еще в школу надо детей собрать. Блин, а тут еще пожилые родители, и все болеют, и все воняют, и все это в аду. И квартиры в плесени. Я приезжаю лет 7 назад в Екатеринбург, мне просто делают такую вылазку в Ельцин-центр с ретроспективой каких-то моих работ, кинокритики. И говорят, может быть, тебе заодно захочется с близкими повидаться в Екатеринбурге. У меня там уже, в принципе-то, никого не было, кого надо было, я видела. И я подумала, блин, я зайду к отцу. Я напомню, у меня как бы папы не было, биологически понятно, и у нас были пересечения в жизни, какие-то встречи. Я сама шла на них. И я решила к ним зайти. И вот картина. Хрущевка в Плесени. Достаточно молодые люди, на самом деле, по возрасту 60 лет, открывают мне дверь. Это стоят старики. Беззубые, плохо одетые, поесть нечего. Портативный телевизор, который не выпускаются, я не знаю, наверное, лет 40 уже. Портативный, на кухне. И вот эта семья очень добрые, хорошие. Но вот они в этом всем, они даже не понимают, что это не норма. Что можно жить гораздо лучше, и что нужно жить лучше, и жить достойно. И вот через 5 минут уже отцу неинтересно со мной, видимо, общаться, потому что у него идет Путин по телевизору. И он на маленькой кухне сидит, смотрит Путина, и мы тут же за столиком, а я, естественно, принесла какие-то вкусности, они их даже не открывают, потому что это на праздник надо оставить. Я говорю, да ну нафиг, открывайте, вы чего? И вот мы сидим, я жене говорю его, покажите мне ваши альбомы, вообще я хочу о вашей семье что-то узнать. И даже про болезни расскажите, какие у той стороны были. Отец смотрит Путина. И она мне за него там что-то рассказывает. Очень милая, прекрасная женщина.
Но она не выглядит на свои 60. Она намного старше. И видно, что она нездорова. Я говорю, пап, а вот... И, кстати, это вообще первый раз, когда я его начинаю папой называть. Я думаю, ну хватит уже, я его всю жизнь там по фамилии. А тут вроде надо как-то уже папа сказать. Я это слово не знала, оно мне неорганично. Я в Ольге научилась его говорить, потому что она там часто говорит папа. Да, реально, а я его не умею говорить. И вот я ему говорю, пап, мы не виделись лет 10. Можешь от Путина сейчас отключиться? И он начинает на полном серьезе на меня орать. Просто орать. Что тебе Путин сделал? Этот Собчак там тебя научила. И я понимаю, что у них в башках. Они верят, что она оппозиционер, что она нас всех научила бузить против Путина. Значит, а Путин у них вот царь и бог. Я говорю, что он тебе сделал, он орет. Я говорю, а ты знаешь, а это было, правда, еще лет 7 назад. Я говорю, ты знаешь, ничего еще пока. Но он отнял у тебя все. Он отнял у тебя деньги, на которые ты должен был жить. Он отнял у тебя здоровье, тебя не лечат. Он отнял у тебя за границу. Он отнял у тебя море. Он все у тебя отнял. А раз у тебя отнял, у такого любителя вот этого вот, обожателя Путина, то отнимет и у меня. А я человек, который реально хочет хорошо жить и зарабатывать хорошие деньги. Я не хочу жить в плесени, я не хочу вообще даже в хрущевках жить. Это жилье непригодное для жизни. Оно меня унижает. Ну ладно, не унижает, оскорбляет. И вот и я понимала, что не, бесполезно. Не было, конечно, у меня прям такой грандиозной надежды на Ольгу, что она их как-то прокачает там. Но я их понять могу. Мне их очень жалко. Какое у тебя отношение к смерти? Ты говорила, что долго не проживешь. 60 ты себе отметку... Да, на самом деле я поняла, что это мамина установка, поняла я это в эмиграции. То есть думаю, вот она всегда говорила, что у нас женщины в роду не живут дольше 60. И я действительно как-то так всем сообщала авторитетно. Я до 60, то есть сейчас мне 50, остается 10. Но когда я приехала во Францию, я очень много там гуляла одна, понятно, с Эми, и к нам постоянно подходили из-за того, что у меня Эми, дамы, их не назовешь старушками, дамы за 90. И заговаривали с нами, и вот как раз они, как француженки, не стеснялись английского, и для них это нормально говорить по-английски, французы не любят, другое поколение, вот. И они с нами заговаривали, и я на них, глядя, понимала, что все, у меня в жизни встает две дороги. Это прожить, научиться жить, наконец, у французов, они очень любят жизнь. Они очень любят жизнь, они умеют жить. Я не умела никогда жить, я боролась с детства, с рождения, мне приходилось. Я сразу была загнана в такие условия, что нужно бороться, выживать. А второй путь – это прожить коротко, но ярко. И вот на этом втором пути я начала выбирать тебя. То есть, да, вот думаю, ну, вот не идти к Дудю, больше никуда не вылезать. Это жить, как живут французы, и можно до 100 вот этими дамами гулять в Люксембургском саде, да, среди дворцов. В норковых шубках они греются там на солнышке, они приятно пахнут, они хорошо выглядят, я поэтому не могу их назвать старушками. Или наши женщины в 60, беззубые, да, очень плохо выглядят, пахнут бабушки, да, то есть меня это никогда не устраивало, меня очень радовало даже, что я в 60 умру, и я хотела эту жизнь, я себе ее так планировала всегда, так я стану, все попробовав там танцы, пение и так далее, спорт, ленивая не могу, актрису в кино, конечно. И там, да, еще какие-то вещи, нужно какие-то было институты закончить, что-то еще сделать. Я планировала прожить ее ярко. Из-за того, что у меня стояла установка, что до 60. И, естественно, у меня была установка следить за здоровьем, у меня шиз на здоровье. Я шизую на здоровье, это для того, чтобы в 60, когда умирать, лежать молодой в гробу, понимаешь? Ну, такие, знаешь, смешные с детства установки, что раз до 60. А потом я поняла, мы живем так мало в России, потому что у нас плохое питание, у нас экология, у нас не лечится онкология, у нас все умирают. И поэтому мое отношение к смерти, это с философского факультета, да, когда нам объяснили, что к счастливой смерти ты двигаешься или к несчастной, вот твоя жизнь, мы все равно все умрем. И я поняла, что я буду непременно двигаться к счастливой смерти. А счастливая смерть – это когда ты живешь
так, как действительно тебе велит твоя совесть, когда ты делаешь то, что ты не можешь не делать. Понимаешь, когда в тебе горит что-то, и ты это реализовываешь. И вот это счастливая смерть, когда ты находишься с теми людьми, которых действительно любишь, а не терпишь. Когда ты, и да, не терпишь свое правительство, и да, остаешься в меньшинстве, и для меня это честь. Это счастливая смерть. Я не боюсь смерти поэтому. Я ее не боюсь. Я боюсь только мучений, и особенно по здоровью. Да, вот я не хочу мучиться, а все остальное, смерть же быстро. И потом, я же верующий человек, я верю, что мы живем по кругу, не умираем никогда. Борис Рыжий. Большой уральский поэт, Да. который совсем мало прожил. 27 лет. Угу. Да. Да. И о кладбище у него много, кстати, стихов. Ты сказала про, почему тебе нравится ходить на митинги, и ты там произнесла фразу, которая там в нашем кругу, по крайней мере, давно стала таким мемом. И лично у меня, оно, вот, когда я слышу, оно вызывает всегда прям раздражение. Про хорошие лица. На митингах я видела именно таких людей. С прекрасными умными глазами, прекрасные лица. Мне всегда казалось, и мне интересно поговорить про человека, который во многом, там, в моем представлении, не только в моем, он как раз посол глубинной России. Посол провинциальной России, учитывая, где ты, откуда ты что ты пережила. Да. Но ведь это же одна из вещей, меня она всегда раздражала, когда я слышал ее от, условно, ультралиберальных медиа, про хорошие лица, поскольку оно вот от него разит шовинизмом, и уж точно это выглядит как клин, который еще больше разъединяет людей. Поскольку люди, которые его произносят, они, мне кажется, совершенно забывают о том, что хорошее образование, хорошая среда, там, общение и все остальное, хорошее жилье, но это привилегия. Это привилегия. И выглядит это привлекательно. Да, но люди я к тому, правда что лучше выглядят. У людей, которые просто этой привилегии лишены из-за того, что они родились не там, у них родители не могли помочь тебе с образованием, еще с чем-то, вот, они выглядят по-другому просто потому, что у них жизнь гораздо тяжелее. Да. Я удивился, что ты это произнесла, потому что это мне не кажется... про внешность, Юра. Это вот как раз... Про внешность, это когда я увидела своего родителя. Как он выглядит, как он нездоров, как он болен, да? А здесь не про внешность, здесь про внутренний какой-то свет. Мне нравилось. Это люди честные стояли, это люди стояли свободные. Вот здесь про это речь. Мне это нравилось. Я стояла среди людей разного возраста, интеллигенция, понаехавшие тут же, да, которые работают в Москве. Москва – это работающая, там не получится не работать. Студенты, ЛГБТ-сообщество. Мы все собирались свободные люди, которые мирно протестовали против путинского режима. Наверное, это меня привлекало. Наверное, еще вот ты прав, я же все-таки представитель из народа. И для меня правда была честь и осознание того, что докуда я дошла. Докуда я дошла. Пусть это очень по-детски сейчас звучит, что что такого, вот Москва, вот митинги, что. Но для меня это был путь большой. Оттуда, когда идешь со дна и доходишь вот до этой точки, и можно даже себе сказать, ну, ты на человека уже похожа. Ты уже можешь себя человеком называть. Это путь к человеку. Это мой путь, который я проходила от зверя, проебанное материнство, как дочь там тоже ничего не получилось. Но под конец, слава богу. Я была с мамой, пока она умирала. И путь в активного гражданина, да. Я могу сегодня себя человеком называть. И я стояла среди таких же человеков, которые дошли до этой точки. А коротко, что такое быть человеком в твоем представлении? Человеком быть, во-первых, это относиться по-человечески к другим людям, наконец, начать, а не по-звериному. Не в морду давать, не иди нахуй. Все рождается, вот также, если вернуться к твоему вопросу, почему люди поддерживают войну, это было бы очень мало сказать о том, что они ничего не понимают, и там нищета и пропаганда. Опять же, здесь могу говорить только о себе, как я жила. У меня сено в башке было до определенного момента в моей жизни. Я вообще не интересовалась страной. И стыдно сказать, мама занималась очень активно политикой. Она раньше нас уже знала, кто такой Навальный, летала к нему уже на суд в Кировлес, по Кировлесу. И похуй.
Живешь, я тебе говорю, как вообще страшила сено в башке, да, куда-то прешься, куда-то какие-то свои дела делаешь, ничем не интересуешься. То есть и хамство, хабальство, быдло – это про меня. Это я. Понимаешь? И мой путь вот из этого всего, я себя не виню сегодня, кстати, не занимаюсь самобичеванием. Мне даже интересно. Я как подопытный кролик для самой себя. Я смотрю, вот родился ребенок в дохлом поселке, да, и куда он дотепал. Мне интересно, я просто наблюдаю за собой. Вот звериные повадки, вот оно хабальство, вот оно быдло, за которое стыдно потом за границей было, понимаешь? Это я. И нас таких много там, ребят. Нас там много очень, и мы такие. Это и есть то страшное русское, которое видел потом мир. И говорили, о, русские это что-то. И я сама за границей видела таких русских, и мне тоже было стыдно. Но стыд проходил тут же, как я себе, если честно, говорила. А ты-то? Да, это я. Поэтому это тоже не выключает того, что люди поддерживают войну. Это же имперский пафос. Это же мы можем повторить. То есть все им опошлили, все перевернули, а они рады это принять. Потому что ничего, вот если бы я так из себя не вырастила бы этого человека, я бы, наверное, тоже там сидела и поддерживала эту войну, потому что у меня нет ничего. А когда у тебя ничего нет, остается один вот этот гонор. Мы там сейчас вам покажем. Мы всегда победители, в нас вложили. Слушай, все равно это в любом случае огромная история. Это военные фильмы, это Вторая мировая, да, которая нам досталась со знаком минус на самом деле. Мы испорчены этой победой. Мы такие правые, мы побеждали фашизм. Да, но это же не так все выглядело на самом деле. И в новейшей истории мы потом узнаем уже, да, в институтах, что, погодите, на смену Гитлеру приходит Сталин и делает такие же страшные вещи, просто они по-другому выглядят. И в России не принято об этом говорить. В этой стране системы, когда люди даже не признаются и о войне молчат. Наши деды нам не рассказывали, у меня не было тоже и деда, но у друзей у моих всегда что дед рассказывал, спросив у них. Ничего про войну. Слушай, у нас был преподаватель в школе, у него фамилия Наливайко, он прошел войну, а потом лагеря. И он нам ставил Окуджаву, это просто педагог от Бога. Он нам ставил Окуджаву и говорил, послушайте текст, «Одна на всех» про победу, «Мы за ценой не постоим». Представляете, говорит, какой цинизм. Мы пушечное мясо. И нам, детям, такое засаживать было очень правильно, потому что, может быть, эти зацепки для меня, и там в юности прочитать «Архипелаг ГУЛАГ», вдруг так потихоньку ты куда-то выползаешь. Но не у всех был такой педагог, не всем попадались какие-то книжки. И я не к тому, что вообще, вот если говорят, искусство должно менять, нет. А вот хроника, да. Хроника, да, и очевидцы, которые были на войне, которые могут тебе правду рассказать. Вот это работает. И вот так ты идешь по этой жизни, собираешь информацию из источников, и у тебя-то что-то формируется в башке. А человек, который живет у себя в городке или там в деревне, и мало того, к ним относятся как к пушному мясу, там и гребут. А они-то ничего не знают. В России у меня такое ощущение, какое-то особое отношение к кладбищу, вот кроме, видимо, меня, потому что, когда ты живешь рядом с кладбищем, это норм. Но наше кладбище – это такое… Ну, смотри, даже здесь, вот русское кладбище во Франции, да, оно все равно прибранное, примерно одинаковое. Кстати, я люблю европейские кладбища, но более такие старинные, они очень интересные, тоже это кресты всегда. Но российское кладбище – это просто… Такая цыганщина, там чего только нет, там блатные лежат, у них мерседесы сделанные в реальные размеры, да, или тут же какие-то покосившиеся могилки, но везде жратва, водка, везде сидят. Ты никогда не увидишь вот так на кладбище, что нет никого. Ну, здесь гуляют люди, здесь гуляют. Ну, это очень, а у нас ты будешь на кладбище думать, что встают мертвецы, потому что вдруг из-за креста встает какая-то женщина или там мужчина, все что-то моют, все что-то прибирают, все сидят, напиваются опять же, да, то есть у нас…
это тусовка, я считаю. Российские кладбища – это просто тусовка. Так что европейские кладбища вообще мне ничего не вызывают. Вот я сейчас здесь стою, как в простой аллее какой-то обычной. Меня ничего не ёкает, кроме того, что здесь находится Тарковский, его могила, и он мне очень вспомнился в мою эмиграцию и в депрессию. Пойдем к нему? Когда я попала уже в эмиграцию во Францию, у меня началась страшнейшая депрессия. И у меня реально, я обращалась там к близким, друзьям, все в разных странах, все разбежались. Я говорила, я не понимаю, что со мной. Я умираю просто. И мне говорили, слушай, может быть, это ностальгия? Я думала, нет. А я так не люблю у Тарковского фильм «Ностальгия». Я не люблю его, я его никогда не любила. А сейчас его буду пересматривать. Потому что я не понимала, ты уехала из России, наконец, из этого Союза. И откуда эти страдания? Что это за ностальгия? Я в нее вообще не верила. Вообще не верила в ностальгию. И когда это у меня начало происходить, и все-таки пошло принятие того, что, блин, у меня ностальгия. Я очень много о его фильме об этом думала. Там снимается Янковский, он постоянно с этой свечой. И, на самом деле там умнейшие тексты. А потом я вспомнила, что мы как-то были на ретроспективе Данелии в Батуми, Кутаиси, нас приглашали. И мы там разговаривали тоже на вечерах творческих о Тарковском. И существует действительно мнение, что Тарковский умер от тоски в эмиграции. Но тут же какой-то очень плоский человек ко мне подходит и говорит, он умер от онкологии. Ну, это же не то, понимаешь? Онкология, она всегда приходит тогда, когда человек страдает, когда он с чем-то не мирится, когда он обиделся, когда у него есть претензии. Я думаю, у Тарковского все это как раз и было, это вызвало онкологию, но на самом деле считается в творческих кругах, что Тарковский умер от тоски. Но это не совсем научно. К детям тоже приходит. К детям да. тоже Я вообще приходит. не совсем научная, привыкай. Да. Я не научная, я вот человек, который с глубинными знаниями, понимаешь, а не с научными, при всем уважении к науке и интересам. Поэтому я верю в это, что Тарковский умер от тоски, это ностальгия. И чем тебе он помог? Ничем, принять, что я страдаю от ностальгии. Я осозналась в этом, и это сразу выход. Главное признать поражение, да, чтобы победить. Парадоксально звучит, да, сдаться, чтобы победить. И поэтому я признала, что существует ностальгия, что мне очень плохо. У меня, тем более, по корням получается столетняя миграция. И это тоже работает, это в тебе живет, это живо. У меня все предки бежали от большевиков, их грабили, насиловали дворян, забирали имения, был такой ужас. И вот мой прадед, получается, попал на Урал, и то он должен был, конечно, быть расстрелянным, потому что он был предводителем Великой Польской резни, их там несколько было. Одной из у нас нет документов. Он зарубил свою жену, дворянку, топором в их имении, потому что не мог принять то, что сейчас ее будут насиловать большевики. А это же арава, представляешь, вот этих гопников. Насилие страшное было, поэтому он этого не вынес. Когда ты узнала эту историю, как ты про деда? Я ее узнала буквально перед школой, и в школе сразу на уроке я ее выпалила. На что напугала всех навсегда. То есть вызвали маму в школу. Мама мне дома втык, что зачем ты это рассказываешь? Я говорю, а что? Она говорит, ну вообще, а мама очень в политику врубалась, очень умная женщина, и она говорила, в этой системе рот не открывают свой, но хоть она и сопротивлялась сама всегда системе, она видела, что я просто дурочка, которая не понимает, что можно говорить, что нельзя. В общем, мне был большой втык, а я относилась с гордостью. Я относилась с гордостью, потому что, ну, не за убийство бабушки, конечно, мы этого не поняли, и поэтому я считала, что проклятие в роду, женщина до 60 лет, хотя зарубил он ее явно раньше. В общем, женщины, знаешь, любят, конечно, все накручивать и драматизировать, и тем не менее я гордилась, что мы не система, мы не большевики, мы с другой стороны, мы белые. Мы на белом кладбище, представляешь? Рубить жену все-таки не обязательно? Не для обязательно этого? было, конечно, соглашусь с тобой, и тоже мы не поняли этого хода. Но, и тем не менее, это уже не вычеркнуть, и я говорю об этом. А что с ним сделали после этого? Его сослали на Урал. То Ему есть выдали убил- дочерей. Да, и он зато не пошел на расстрел. Он там, видимо, схитрил как-то, потому что его должны были расстреливать за то, что он был предводителем Великой Польской резни. А выслали на Урал за убийство жены. Выдали одно пуховое одеяло, выдавали дворянам одно пуховое одеяло в ссылку. И своих 2 девочек, среди них моя бабушка. И твоя бабушка росла с отцом, который зарубил ее мать? Верно, верно. Он действительно был жестокий человек. Одна девочка
Бабушка здоровая, и ее сестра с ДЦП. И она умирала на этом пуховом одеяле. Еще не успело ее тело остыть. Бабушка рассказывала, он одеяло выдрал себе, и он просидел до конца дней своих на этом пуховом одеяле с пулеметом у окна. Он не верил никому, не подпускал никого. В общем, они очень страшную жизнь прожили. И я в эмиграции ровно переживала то, что вот мне хотелось пулемет поставить у окна и не допускать никого. Я не верю сегодня никому. То есть мне очень сложно коммуницировать с людьми. Я повышибала из своей жизни большое количество людей, которые не просто там поддерживают войну, с ними вообще никакого не может быть разговора, даже которые там в чем-то сомневаются, не хочу слышать. То есть осталось вот такие кулачки два, знаешь, и все. И я с пулеметом будто сижу, понимаешь, в этой эмиграции, и мне стал близок Тарковский поэтому, потому что я почувствовала его, я поняла, что он страдал. Это большое страдание. Я осталась без корней, я осталась нулем. Не то, чтобы я такая с корнями была или какой-то там... У меня даже семьи-то толком нормально никогда не было. Я да Васька, это тоже не семья, это банда, знаешь. Сейчас моя семья, это моя Эмочка. Да? У меня не было традиционных ценностей вот этих вот семейных. Мама всегда жила одна, с мужчинами у нее не клеилась. Я думаю, она просто неправильно в этой жизни распределила свои данные. Она была умна и талантлива, на мужчин ставки делала. И тем не менее, я сильно пострадала из этой войны. Я знаю, что на фоне Украины я не смею жалости к себе допускать. Но это для меня было очень тяжело. И я знаю, как страдают иммигранты. Я просто это знаю. Они все умерли. Мы все мертвые. Понимаешь? И мне не страшно на кладбище. Страшно вот там душу потерять. Понимаешь? Извини. Раз Эми снова вернулась в кадр, я должен спросить про Васю Сигарева. Давай. Когда вы разошлись? Вот это тоже, на самом деле, процесс. Это был путь расхождения. То есть, когда я перестала бухать, я очень быстро увидела, что мы отдаляемся друг от друга. Мы с Васей все-таки были пьющая пара. Давай это прямо так называть. Пьющая пара, и нам было очень прикольно. Мы делали свое кино, мы бухали, мы гоняли по фестивалям, постоянно пьяные. Я даже не все могу вспомнить, где я была. Я много где была. И моя трезвость означала для меня, что я должна чем-то пожертвовать, и эта жертва был Вася. Я выбрала себя, потому что я поняла, что у нас уже не получается быть на одной волне. Но не было мысли расставаться. Я очень долго не понимала, что произошло. Но постепенно шли годы, и я где-то уже была трезвая лет 5. Я поняла, что мы слишком уже отдалились, и я не имею права вот делать вид, что ничего не происходит, и держать человека зачем-то рядом. Мы не вместе. То есть у нас отличные отношения, мы продолжаем жить вместе, у нас Эми, но так нельзя. И я вышла первая на разговоры на эти, что нужно завязывать. И это был однажды очень хороший разговор. Я прямо его за все поблагодарила и попросила, что мне нужно пойти дальше. Я не к тому, что он где-то засел. Нас, правда, очень сильно от творчества отвлекла еще и борьба политическая. Это большой отъем сил, огромный. Вася долго не писал. Он, кстати, не писал лет 5. Вот мы как пошли на эти митинги, пошли в эту тему. Он много провел в интернете своих расследований, он много очень копал, меня просвещал. Мы начали понимать трезво, что происходит в стране. И это все нас оттащило от творчества. Я всего лишь работала в Ольге. Это был такой заводик мой, на который нужно было раз в год появиться и полгода там отработать. Но в какой-то момент я поняла, что все. Вот нужно что-то менять, решать. Он однажды сказал очень хорошую фразу. Когда, по большому счету, я купила квартиру, Вася очень хорошо и занимался, пока я снималась, он там сделал ремонт. И вот мы вроде бы в ней зажили, и он говорит, так странно, есть все, чтобы жить, а счастья нет. И все, это для меня был ключевой момент. Я как проснулась. Я же говорю, я тугодум, и мне нужна какая-то точка всегда, на которой я вдруг открываю глаза и понимаю, так его нет, потому что нас нет уже. И однажды я провела с ним, пригласила его поговорить.
Мы до утра разговаривали, прощались, и очень хорошо. Мы были абсолютно честны и счастливы, что мы вышли на такой уровень, где нужно уже сказать, что давай пойдем дальше врозь. То есть это не означало какой-то развод, распил. Это было, что давай попробуем вот жить раздельно и просто пойдем дальше каждой своей дорогой. И спасибо тебе за все. Мы охуенно расстались. Просто мы сейчас хорошие друзья, конечно же. Это родной человек, любимый. А любовь же, она, если была, она не проходит, просто она меняет форму, и нет смысла дальше вот идти вместе. Но это было у меня в начале пути, когда я протрезвела, я поняла, что мне нужно себя выбирать. Иначе я погибну при том же Васе. Я не нужна ему буду, спившаяся царевна-лягушка в канаве там где-то, понимаешь, присесть оставалось. Мне шаг оставался туда, вот клянусь. И просто сначала не было какой-то смелости вот об этом поговорить, а потом она пришла однажды, просто щелкнула, и я поняла, что нужно начинать это делать. Ну, не просто, конечно, было, но мы молодцы, мы так грамотно растянули все и медленно вышли из наших отношений. Типа подготовились. Вот будто подготовились, да, ничего не продумывая, я говорю, это все происходило на бессознательном уровне, оно само двигалось, и пришел момент истины, когда нужно было поговорить просто уже. Сигарев в безопасности? Да. Ну, имеется в виду, не в России, мы так это называем, да, конечно, во-первых, зачем ему что-то кто-то сделает, но понятно, что человека можно и за границей найти, но все-таки он не в России, да. Тебе хочется новых отношений? У меня даже были уже новые отношения, я попробовала, обнаружила какие-то вещи для себя неприемлемые, очень быстро выскочила из них. И да, я готова, я могла бы. А неприемлемые это какие? У меня пошли подозрения, что начинается абьюз, газлайтинг. Ну, то есть я имела опыт, я была давно замужем. Давай тем, кто не понимает, что такое газлайтинг. По сути дела, газлайтинг – это когда человек тебя делает во всем виноватым, и ты начинаешь в это верить. И мне приходилось обращаться к психологу, задавать вопрос, что со мной не так. А со временем обнаружилось, что это действительно газлайтинг, абьюз, и я очень быстро там закончила. Ну, это очень быстро произошло. Это там считанные месяцы. Потому что у меня был первый муж, но там абьюз был физический, да, то есть это насилие в семье, домашнее насилие. И меня удивило, что через столько лет я опять пытаюсь нарваться на то же самое, не такое агрессивное, но все же. И я, быстро это все размотав, поняла, что сломленные люди самые жестокие. Вот мой муж первый был сломленный человек. Его сломала тюрьма. Разных людей ломают разные вещи. Я просто обнаружила этот слом, что... да вообще, если мы будем смотреть на людей, самые жестокие люди действительно это сломленные люди. И я поняла, что нет, я в такую историю не впечатаюсь. И у меня еще пробовались отношения. Я такая, я влюбчивая, я открытая, я даже дурочка в этом смысле. Я прихожу, сразу говорю вот все, что у меня есть. Очень открыто прихожу. И, конечно, на эту открытость у людей разные реакции, потому что хочется сразу либо кому-то завладеть всем этим. Вот это я себя в абьюзе обнаружила вот в таком. Это все вдруг становится не твоим. Тебе вдруг начинают диктовать, что у тебя должно уйти из твоей жизни. Сигарев. Я говорю, нет, стоп. Вот это все мое, это там Сигарев, там мои друзья, вот мои карты, вот мои деньги, да, там стволы и так далее. Новый чувак приревновал к бывшему? Так быстро? Да. Вот такие терки вообще начинаются со всеми. Потому что Сигарев – это моя самая большая история в жизни. И это будет всегда. И я понимаю, что все, кто знают нашу пару, они будут на это напарываться. У Сигарева то же самое. Там то же самое начинается в отношениях, когда ревнуют к Трояновой. Это, нормально. Я это даже понять могу. Я только принять это не могу. Я говорю, что так не будет. Сигарев будет. Всегда. И, может быть, это жестко, но это так. Но как-то это мой родной самый человек.
Ты много раз говорила про зависимость, мы много говорим про зависимость на этом интервью, и ты много говоришь про то, что у тебя давно трезвая жизнь. При этом не до конца понятно, а как именно ты слезла? Это самый лучший вопрос на свете. Для меня, для таких, как я. Потому что... Спасибо. Потому что выход действительно очень простой, но он может сработать только у человека, который захотел выйти. Вот это важное условие. Если человек уже понимает, что он на своем дне, как я однажды поняла, я однажды разбухалась в Жан-Жаке, приехала в Москву. Какой это был год? Это был... Во-первых, была премьера у Бондарчука «Сталинград». Угу. Это было 2 октября. Вот это я точно знаю, потому что это моя дата. И смотри, я 9,5 лет трезвая. Я приехала в Москву, чтобы монтировать свою «Коротышку», фильм рядом, и, естественно, забухала. То есть болезнь не мотивируется. Я прилетела по работе, но я подвожу всех, потому что я решила на премьере у Бондарчука выпить с друзьями рюмашечку. Я тогда уже не могла пить вино, у меня печень была увеличена на 5 сантиметров, и хронический панкреатит, все дела, все, что может с собой сделать человек употребления. И гепатологи мне сказали: слушай, у нас ощущение, что ты наркоманка. Я говорю: нет, я пью вот вино. Сколько? Естественно, алкоголик – это человек, который не признает правду и будет врать. Я сказала, что, бутылочку вечером. А сколько, на самом деле? Я могла за ночь выпить 12 бутылок. 12 бутылок вина? Вина. Да, я однажды посчитала и подумала: а со мной пил кто-то? Мне сказали: нет. 12? Да, однажды у меня было 12. Но это же физически невозможно. Возможно. Вот это самоубийство называется. Человек не может остановиться, он очень болен. Ну, белого хотя бы. Белого, да. Да. Окей. Хотя бы белого, да. Да. Кстати, это было белое. Ризлинг. Это еще и хорошее было вино. Вот это вот, знаешь, немецкое вино хорошее, я думала, почему не будет? Элитка вообще, считай. BMW от виноделия. Вот. И вот я разбухалась, я не попадаю на монтаж, я подвожу. Как я уже сказала, никакие убеждения, ни работа, ни дети, там, ни жены, ни мужья, ничто не может убедить алкоголика в какой-то момент не выпить эту первую рюмку. И вот я просто думаю: ладно, я сейчас водочки выпью, мне вино уже нельзя. Я с друзьями на премьере, нас пригласили к Федору Бондарчуку на премьеру. Мы все киношники пошли в Октябрь, в кинотеатр Октябрь. И вот я делаю эту рюмку, и просто уже почти утро. Все, я в говно, я в Жан-Жаке, я совершенно уже... Причем, понимаешь, и когда пила, мне было стыдно шататься. Мне мама всегда говорила: если женщина шатается, у нее проблемы с алкоголем. Я всегда за этим следила. Я никогда не шаталась пьяная, я не падала. То есть я вела себя отвратительно. Там, я могла подраться, я зачем-то всех пиздила за Сигарева. Вот вообще, меня не просили, я пиздила. И ему приходилось, естественно, вмешиваться, потому что я тут же начала орать: этому въеби, этому, понимаешь, я руководил, у меня же лыцарь рядом. И недавно ржали, с ним сидели. Он говорит: а я не хотел так драться. Он правда, он не про это. Он реально писатель, он реально нормальный парень, и поэтому он может себе, может быть, позволять пить алкоголь, я не могу. То есть у него не было неадекватного поведения, это мое поведение. И я, значит, обнаруживаю себя в момент, когда я поднимаю ногу вот так в такси, меня уже просто охрана, и все просят уехать из Жан-Жака. Яна, мы тебя уважаем, но у тебя уже тут все боятся, ты уже разогнала всех. То есть я вела себя отвратительно в тот день. Друзья от меня уже устали, сказали: так, все, Троянова. Сигарев меня послал, уехал домой. То есть, вот все. А это же еще обидно, это же еще кажется, что все предали. Под алкоголем же все очень гиперболизировано. То есть ты веришь вот в то, что мир – это зло. Вот, кстати, это тоже очень важный момент, когда я всегда верила, что на меня мир идет войной. Это какое-то безумие, знаешь, ты веришь, что на тебя кто-то хочет что-то напасть, на тебя кто-то имеет какие-то виды притязания и так далее. Это я к тому, что народу очень легко верить словам Путина, когда он через пропаганду несет то, что нам там, нас Америка хочет, там, а там фашисты, да, и все это верится, в это зло верится, которого не существует, зла нет. И ты живешь в этом аду постоянно, ты бухаешь, ты пытаешься залить этот ад, но получаешь еще больший ад, и ты прошибаешь все свои днища, которые тебе вообще дано пройти. И я вот в этот день просто подхожу к своему днищу. Я поднимаю ногу, чтобы сесть в такси.
И меня на полной, вот какой-то, мне будто в лоб сильно дали. И я валюсь назад и разбиваю себе голову. И просто вижу черное небо без единой звездочки. Без единой. На меня просто опускается вот эта вот черная бездна. И я понимаю, что мне пиздец. То есть в состоянии алкогольного опьянения со мной происходит духовное пробуждение. Это может быть несовместимо, но у меня так случилось, что я поняла, что мне пиздец. Вот это очень важный шаг. Понять, что мне пиздец. Принять свое поражение. Мне нельзя больше пить. И я это себе внутри озвучиваю. При этом у меня течет кровь. Мне кажется, что у меня вытекли все мозги. Можно подумать, там было чему-то вытекать. Но когда надо мной склоняются люди, кто-то вызывает скорую, да, у меня спрашивают имя. Я даже не помнила, где я живу. А мы на съемных тогда были, мы еще не жили в Москве, я приехала реально по работе. Я не могу вспомнить. Что-то там меня уже бинтует. Я говорю, соберите там то, что вывалилось. Они говорят, а что там? Там ничего нету. Я думаю, блядь, у меня пустая башка, у меня нет... То есть у меня такой идет гон, что мне страшно, во-первых, было очень. И я поняла, что первое, что я сделаю... Ты знаешь, у Бориса Рыжего вот сейчас прям пришло в башку. Есть такие строки. Лучше рожей в грязь, и чтоб не поднимали больше никогда. Вот я была в этом состоянии. Я не хотела, чтобы меня поднимали, но раз меня начинают поднимать, я успеваю себе сказать, ты не должна больше пить. Вот только при таком условии вставай. Если ты собираешься дальше бухать, это не так разумно звучало, конечно, это просто какое-то знание в меня зашло, то лучше не вставай. Не вставай, тебе пиздец. Ты все. Вот это вот... А ведь я уже была там признанная актриса артхауса, знаешь, у меня там награды и так далее, критики и зрители меня обласкали, все вроде бы хорошо, жизнь удалась, и мне казалось, что я реально удалась. Вот все, я всего добилась. Есть большая разница между той точкой и точкой, когда я оказалась на митингах, где я удалась как человек, как активный гражданин там, или как... Вот она личность, вот она звезда, вот она корона. Вот они пальцы, я из артхауса, вы все говно. Никакую премьеру Бондарчука я не увидела, потому что это первая рюмка меня унесла вообще в другую сторону. Я даже не успела зайти в зал, но на мне уже были надеты очки 3D. Меня так журналисты в них и фотографировали. То есть я собиралась реально посмотреть кино, но я не успела, зашла первая рюмка, друг протянул, я выпила, и все. Вот там моментально включается тяга у такого человека, как я. Ты упала, ты лежала, ты поняла, что пора заканчивать. Ну, неужели только из-за этого все закончилось? Нет. Там же есть какая-то рутинная бы не закончилось. работа. Ты абсолютно прав, что звучит безнадежно. Да? Слишком вот, киношно звучит. Слишком еще и киношно. И казалось бы, что... А я вообще киношно живу. Ты знаешь, у меня все истории очень киношные всегда. Но на следующий день на полном серьезе до меня дошла весть, что называется, что я могу помочь себе 12-шаговой программой, которая помогает зависимым людям преодолеть свою зависимость и поменять образ жизни. То есть в ней 12 шагов. Она абсолютно бесплатна для всех желающих. То есть можно залезть в интернет и поинтересоваться, что это такое вообще. То есть мне просто подкинули знакомые и сказали, слушай, ну есть 12-шаговая программа. И я ее просто прошла. То есть тебе ее бесплатно передаст любой другой человек в любой точке мира, в любом городе. Везде все это есть, это можно делать онлайн, это возможно. Но главное условие – это то, что я хочу бросить пить. Вот понимаешь, я дошла до этого киношного моего действительно дна, когда ты лежишь, и тебе хлопают, и ты не можешь даже вспомнить, где ты живешь, и, кажется, жизнь закончилась. Но желание во мне в этот момент родилось. Я не должна больше была пить. Я еще не знала тогда, я не была еще такой по алкоголизму продвинутой, какая сегодня, что весь прикол в моей первой рюмке. Я думала, что я могу выпить умеренно. Сейчас я выпью рюмочку и пойду смотреть кино. Нет, так не работает. Я лечу дальше. У меня включается тяга. У меня так устроен мой организм. У меня совершена поломка основного инстинкта самосохранения. Я самоубийца. То есть мне нельзя пить.
Но я могла вовремя в этой жизни остановиться. У меня много было таких шансов. И меня мама предупреждала, и у меня отец алкоголик, который сам мне в этом сознался. Я не ставлю ему диагноз, да, мы когда с ним познакомились в 15 лет, первое, что он мне сообщил, вообще я алкоголик. И мне почему-то это понравилось, но я не отнеслась к этому, естественно, серьезно в 15 лет. Я знаю очень много людей, которые знают, что они потенциальные алкоголики, и они не употребляют алкоголь. Потому что у них отцы алкоголики или отец и мать алкоголики. И они это знают очень хорошо. У меня не было такого знания. Я проигнорировала все предупреждения и моей семьи, и информацию о том, что мне отец сообщил в 15 лет, что он алкоголик, и он тогда уже не пил. И что у него были признаки белой горячки, и даже была рыба, с ним разговаривали, Смирнов, не пей. То есть все было. Но я все это проигнорировала. И поэтому я пролетела к своим 40 годам на асфальт. И оттуда я поднялась уже человеком, который готов был не пить, но я еще не знала как. И как работает, вот, если хотите, Вселенная, Бог, как угодно. Если это слово Бог раздражает, сила, да, вот некая сила, которая все есть Создатель, да. И это работает моментально. Это действительно духовная программа. Если ты хочешь, то тебе эта сила поможет. Сила более могущественная, чем ты. И я начала проходить программу, я теперь живу по этим 12 шагам. Главное, потом быть в этих шагах. Постоянно быть в этих шагах. Это мои, так сказать, костыли. Есть такое выражение: мы подобны безногим, и глупо думать, что ноги отрастут. Я никогда не научусь умеренно пить. Медицина от нас открестилась. То есть нет такой таблетки, чтобы выпить ее и научиться умеренно пить. Я буду употреблять всегда до смерти. Но 12-шаговая программа меня спасла, я не пью 9,5 лет. Просто ей нужно постоянно пользоваться, да, это костыли. Вот эти шаги, они недаром называются шаги, это те костыли вместо моих ног, на которых я иду. То есть мне нужно совершать постоянно духовные действия. Программу не надо понимать. Я бы, может быть, даже там не стала бы ее сейчас всю рассказывать, да. Программу надо делать. Ты знаешь, моя жизнь складывалась, наверное, все-таки из важных фильмов не на Тарковском. Вот это я, очутившись только в эмиграции, начала про эту ностальгию, которую никогда не любила. Я не понимала, зачем он ее сделал. А все остальное для меня это, знаешь, это такое... Это же истории только Тарковского, и только зная, что он туда вкладывал, надо анализировать, надо пересматривать постоянно. Много контекста. Много. И мне это не очень заходило. Мне, допустим, больше заходил там тот же Климов с «Иди и смотри», и ты меняешься навсегда, понимаешь? Ты уже не становишься прежним. Важнейший фильм для Сигаревой как раз. И это, знаешь, это наше поколение, которому показали в кинотеатрах этот фильм. И когда мы с ним познакомились, конечно, мы об этом фильме много говорили и пересматривали миллион раз, и ставили друзьям. Фильм, который показали в кинотеатрах, и там дежурили скорой помощи. Это было действительно жутко, и я тогда уже поняла, что я способна, вот у меня есть какая-то, я не знаю, что это, смелость или сила, я могу такие страшные вещи смотреть. Видишь, я на кладбище себя спокойно чувствую, может быть, я не очень здорова, я не знаю. Может быть, действительно, люди не должны нормально к этому всему относиться, но фильм «Иди и смотри» меня только... еще раз убеждал в том, что войны не должно быть. Ее не должно быть просто. Это противоестественно. А люди боятся это смотреть и не лечатся. Лечиться ты можешь только тогда, когда ты правде смотришь в глаза, а не когда ты смотришь патриотическое военное кино советское. Когда это романтизм такой, да, когда тебя призывают погибнуть за Родину. Вот этого не должно быть. Я много раз слышал, что «12 шагов» — это программа очень религиозная. Но это не так, да? Насколько я понял, чуть-чуть покопавшись, она духовная, а под там, духовностью каждый понимает что-то свое. То есть это может быть и Бог, а может быть... Какой ты молодец! Не, а может быть, там, я когда... Табуретка! Ну, окей, это слишком. Любой неадекват, нет, любой неадекват. Грубо говоря, кто-то придумает себе веру в то, что вот все собравшиеся здесь, в коллективную силу людей с зависимостями, что они смогут ее побороть. И он в это верит. А не в Бога и не ходит сам соблюдать все праздники церковные. И я очень специально доступно это разложил, чтобы не забыл. Да. Я примерно правильно рассказываю? Ты правильно рассказываешь, за исключением некоторых моментов, я сейчас их поясню. Действительно, программа не религиозная, это не секта. Эта программа предлагает создать, так сказать,
персональные взаимоотношения с некой силой. Ага. И назовите ее как угодно. Почему я говорю даже хоть табуреткой? Если честно, у меня для начала, когда я вступала в эту программу, я ненавидела Бога. У меня были такие предубеждения, что это Он меня наказал. Он был во всем виновен, что произошло со мной в жизни, потери близких и так далее, и вот это мое падение. Поэтому мне было предложено: слушай, начни разговаривать с табуреткой. То есть вообще любой неадекват, ради Бога. Это не важно, Бог не обидится, слушай, он вообще не обидчивый. Удобно Бог, говори Бог. Удобно Аллах, конечно, говори Аллах. Будда, пожалуйста. Иисус, да. Вселенная, окей. Сила, да, сила более могущественная. Главное понять, что это больше тебя. Вот уменьшиться. И начать вот эти персональные взаимоотношения с некой силой. Вот сейчас можем для удобства выбрать сила. Это всего лишь слова, это имена, да? Как ни назови, все люди по-разному. Кто-то говорит Отец Небесный, кто-то Мать. Как угодно, это не важно. Важно, что человек начинает с бутылки, с зависимости, перекладывать все на эту некую силу. И полагаться на нее. Не на бутылку уже, которая мне поможет, а на некую силу. И когда ты перекладываешься на эту силу, а я верю в Бога, Бог есть, Бог начинает меня спасать. Бог творит великие чудеса. Я и есть чудо на двух ножках. Я трезво сижу 9,5 лет. Я хронический алкоголик. Я тот человек, который жил в аду, страдал, а Бог хочет от меня одного, чтобы я была счастливой, радостной, свободной. И если бы у нас в России не так бушевал алкоголизм, и семейный особенно, и мы бы не были так больны, мы бы не докатились до этого дна, я глубоко убеждена. Я глубоко убеждена. Это болезнь, страшная смертельная болезнь. И мне очень нужна сила, которая меня спасет, потому что ни медики, ни психологи, ни шаманы, к которым я обращалась, ни какие-то еще практики мне не помогли. Но мне нужна была, оказалась, программа и сила при условии, эта сила, алкоголику недостаточно веры в Бога. То есть мне нужно действовать начинать, мне нужно делать, мне нужно менять свое мировоззрение, свое отношение к этому миру, к людям. Это происходит постепенно. То есть если раньше я могла человека на улице послать нахуй или вон ударить зачем-то, избить человека за Сигарева, за того же, какие благие намерения, я спасала Сигарева. Неправда. Я удовлетворяла себя. Я удовлетворяла свое там где-то тщеславие, где-то эгоизм, эгоцентризм. Я зациклена на себе, на меня не так посмотрели, не так сказали Сигареву, так нельзя. Да? Я начинаю поступать по-другому. То есть программа мне предлагает: а давай на этот раз сдержимся. Давай ты не пошлешь нахуй, давай ты не ударишь. То есть начинаю делать другие действия. И получаю, соответственно, другие результаты. Там она очень простая. И когда ты по ней идешь, ты не замечаешь сам, как ты меняешься. А как это происходит? Это надо подключаться к чему-то или что-то читать? Ну, то есть вот что ты технически делаешь это время? Да-да, там есть литература. Ты покупаешь читаешь, литературу, да. Какие-то встречи. Да, встречи. Зумы. У тебя есть зумы, пожалуйста, да. У тебя есть личные встречи. Ты проходишь программу по литературе. То есть это все описано в литературе, это все в интернете есть. То есть я могу себе взять наставника, что я и сделала, который бы мне передал эту программу. Эту программу может передавать только зависимый человек. Неважно, алкоголик, наркоман, лучше бы, что алкоголик с алкоголиком, наркоман с наркоманом. Переедающие с переедающими. Так быстрее понятно по веществу идентифицироваться. Да. И программу тебе передают абсолютно бесплатно. Во всем мире работает альтруизм. Зависимые люди помогают зависимым людям. Бесплатно, еще раз скажу. Когда мне начинают говорить, если я предлагаю человеку, который уже в затруднительном положении из-за употребления, я говорю: да попробуй пройти 12-шаговую программу, что ты потеряешь-то? Да мне некогда, да денег нет. Я говорю: стоп, она бесплатная. Поэтому я много раз повторяю, что она бесплатная. А время находится, если человек действительно хочет. Все, и ты просто учишься жить по-новому. Эта программа как бы реконструкция твоей жизни. Меняется мышление. У алкоголика, к сожалению, давно не нормы сделались нормами. Вот это и есть безумное мышление. Бить детей – это была норма. А мы-то с вами знаем сегодня, это не норма, детей нельзя бить. Как я тебе уже говорила, что меня в этой новой трезвой жизни поразило то, что есть отцы даже, которые занимаются детьми. Мы с тобой, когда первый раз увиделись, первое, знаешь, что ты сделал?
Вот ты даже сейчас, наверное, не вспомнишь. Ты мне сразу стал показывать телефон, где твой сын выступает в хоре. И я на тебя посмотрела и думаю, вот еще один отец. Это первое, что ты сделал. А я начала все это делать только в моей новой трезвой жизни. Я поняла, что детей надо просто любить и быть на этом концерте. Ты сказал, почему-то он очень хотел, чтобы я там был. А я тебе говорю, это мега важно для него, потому что я всегда ждала свою маму на свои концерты. Я была одаренным ребенком. Это важно. И в этом мире ты начинаешь видеть вот эти простые вещи. Я раньше бы не заметила. Да что там твой сын, что мне, блядь? Понимаешь, я была. Что? А тут меня это умиляет просто. Вот папа, вот сын, вот жизнь. Вот это вот любовь. И я шагнула в этот новый мир. И это моя новая свобода, это мое новое достижение, поэтому я очень этим дорожу. Меня полностью перешила программа 12-шаговая. Это чудо. Она причем рецепт к чуду. Она не сама чудо, она рецепт. Ты реально превращаешься в человека. Вот из того зверя ты, наконец, делаешься человеком. Ты начинаешь по-человечески относиться к людям. И она, как я уже сказала, не программа чуда, а рецепт к чуду. Ты просто ее начинаешь делать. И за то, что ты ее делаешь, где-то надо сдержаться, где-то надо поступить по-новому. Тебе приходит уважение к себе. Ты вдруг понимаешь, что ты больше не живешь, как прежде. И вот только поэтому я, может быть, и с Игоревым осталась другом, я отъебалась от него. Это его выбор. И не алкоголь виноват, главное, в этой жизни. Это не алкоголь зло. Зло – это мое вечное «хочу», злоупотребление. Можно и едой злоупотреблять, сексом злоупотреблять, наркотиками злоупотреблять. Не это все зло. Зло – это моя поломка и мое отношение к жизни. Мое расталкивание всех локтями, мое желание получить желаемое и плевать мне на всех. И это все сделало из меня то, что сделало. Хронического алкоголика, лежащего на асфальте и смотрящего в это киношное черное небо. Понимаешь? И поэтому я, конечно, хочу о ней говорить, об этой программе, потому что для меня это выход, и это случилось, и это реальность. Ты много говорила, что тебе твоя трезвая жизнь принесла в том числе умение там меньше, более быть сдержанной, не хамить и все остальное. Но те куски последнего героя, которые я видел, они несколько идут в противоречие с этим. У тебя репутация очень грубого ведущего последнего героя, было огромное количество критики на этот счет. Ты знаешь, это классный вопрос, потому что... А я на святость не претендую, лишь на духовный прогресс. Это и есть мое выздоровление. Я в пути, Юра. Я не говорю, что я уже на точке. Я говорю, что я на этой точке, где у меня есть определенные достижения. Я матерюсь, я курю, у меня чуть что тон возникает, и это моя проблема, это мой бич. Я могу начать орать, но... Ладно, успокаивайся. То есть я уже знаю, как мне применять инструменты программы, и я все-таки выхожу из этого состояния. Меня очень легко вывести, это правда. А поведение в последнем герое, это ты придумала такой образ или продюсеры просили? Если ты говоришь про последний, вообще образ мной придуманный, вот я такая, какая я есть. Ага. По сути дела, да, достаточно там не очень ласковая ведущая. Я вообще не очень добрый человек, окей? И вообще не очень хороший. И мне есть еще над чем работать, это в длинную. Но если ты будешь говорить про последний герой, то там действительно очень вмешивался канал сценарно. И у нас была большая там ругань, мы очень плохо провели 3-й сезон. Это правда. А что они хотели? Они хотели «Дом-2» уже. Да. Они хотели вот таких скандальных рейтингов. Я сильно с ними бодалась, ругалась. Между собой там у них шли терки. Плюс я участвовала параллельно, шли митинги за Навального в России. Я постоянно давала эфиры, участвовала в митингах, насколько могла, находясь в Африке. И, конечно, это тоже все работало не мне плюсом, потому что продюсеры, исполнительным продюсерам, продюсер канала, исполнительным продюсерам передавали, что их всех уволят. И меня ставили вот в это положение. Нас всех уволят, если ты не прекратишь давать интервью и поддерживать митинги. На что я им сказала: не надо из меня делать виноватую. К этому пиздецу вас привел Путин, а не я. Вас уволят из-за Путина, а не из-за меня. Точка.
Блин, ничего сказать. Я даже стыдиться не должна была перед ними тогда, что я это делаю. И это были наши последние митинги, они крутые были, конечно. Очень символично, что один из тех, с кем ты рамсила, там был Артур Смольянинов, который тебе отвечал, ты что, проповедник? Да. Пока мы с тобой разговаривали, пришел пуш, что Артур Смольянинов включен в список экстремистов и террористов. Как закольцевалась жизнь. Суки. А я в списках пока еще только на потенциального иноагента. А за что его? Я думаю, за высказывания какие-то. За высказывания. Но я думаю, меня это тоже сейчас ждет, да. Ты не боишься этого? Слушай, я нормальный, здоровый сегодня человек, и, конечно, мне страшно от их действий, но я буду бороться, я буду отстаивать свои честь и достоинства, я буду подавать на них в суд. Ага. Да, и у нас во Франции есть бесплатные адвокаты, это все работает. Мы все, кто уже иноагенты, и все, кого это еще ждет, мы будем бороться. Ты смотрела у Коли Солодникова интервью с его сыном? Нет. Очень интересно. И ты же драму саму знаешь, там есть вопрос, который меня интересовал сильнее всего. Ты же знаешь, что он не вернулся в Советский Союз, оставил сына. И сына-подростка тогда. И он не знал, вернется сын или нет. К счастью, он к нему вернулся через 3 или 4 года, вот, как я понимаю, к уже больному Тарковскому. И Коля спрашивает сына, понял ли он, уже будучи подростком, отца. И? Вот это можно у Коли в интервью посмотреть. Ну ладно, хорошо. А Солодников вообще молодец. Слушай, он и Гордеева, начиная с 24 февраля, будто вот как почувствовали, кого надо к себе звать, они, каждый гость их драгоценность были. Я их раньше не особо так слушала. Мне кажется, напрасно их объединило сейчас. У них абсолютно разные гости. Или тебя они слились воедино? Просто... Нет, они разные, интересные и важные. Вот Солодников, когда приглашает там Уминского, Нарштейна, да, вот когда вот это вот все, когда эта мощь приходит, и такая спокойная, и такая мудрая, и такая глубокая, и такая интеллектуальная, и ты их слушаешь и начинаешь думать, ну нет, я тоже буду жить, я тоже что-то буду хранить, я что-то буду передавать, я что-то буду делать. Это очень мощно. А у Гордеева, извините, вообще, там, и правозащита, и все, кто остались. Да. Это герои для меня сегодня. Ну вот, как-то так. Человеку, который увидел ангела. Какие у тебя планы дальше? Я собираюсь... я заработала на Ольге неплохие деньги с продюсированием. Сейчас для нас, русских, все очень непросто. Несмотря на то, что у меня есть прекрасная виза, талант, и я собираюсь интегрироваться как-то во Франции, мы собираемся здесь делать проекты. Я хочу сейчас профинансировать один проект наш с коллегами на YouTube. Ну, или вдруг у нас получится на какие-то платформы выйти. Это раз. 2. Все-таки я хочу попробовать сделать свой YouTube-проект «Пизда говорящая». Это монологи какие-то? Это YouTube-мемуары. Это как раз... у меня, правда, очень киношная жизнь. Вот ты очень четко подметил, это правда. И я хочу поделиться о своей жизни от самого начала и до той точки, на которой я буду находиться, своим жизненным опытом, своими историями. Они, правда, есть интересные. Посмотрю, как это пойдет, конечно. Плюс мы все еще занимаемся поиском финансирования и подготовкой по Славиной. Мы хотим все-таки снять этот проект. Что еще? И буквально вчера встречалась со сценаристом, с которым хочу начать писать полный метр, авторское кино. На каком языке? Писать мы будем на русском, а дальше, да, мы все равно будем переводить на французский, потому что мы здесь. То название, которое ты хочешь дать YouTube-каналу, это же твое реальное прозвище когда-то. Слушай, это не прозвище, это, на самом деле, это 2 истории. Само выражение «пизда говорящая» это мы услышали с Игоревым у Калиды. Я очень люблю, когда люди матерятся вкусно. И он просто репетировал одну вещь. Кстати, это был Карлсон в театре, в котором я работала. И Фрекенбок играл художественный руководитель театра. И в итоге... А Калида репетирует, когда он очень эмоциональный, и он говорит: так, а сейчас пизда говорящая пошла. И мне очень понравилось, я зафиксировала, думаю, да, прикольно. Но мне вспомнился мой случай, и я поняла, что пизда рулевая. На самом деле меня называли пизда рулевая в 90-е годы. В 90-е годы бушевал бандитизм.
То есть это вообще было очень страшное время. Рэкет, воры в законе. Это тоже была такая агония перед тем, как их всех на самом деле начали уничтожать власти. А я такая достаточно дерзкая была. В 19 лет я уже назначила стрелу, это называется, 2 группировкам бандитским. То есть меня очень задел тот факт, что у моего тестя, хотя я уже была разведена со своим первым мужем, отняли БМВ. То есть он до того, как спился, был бизнесмен, у него были и КамАЗы, и все это, все куда-то делось, все понятно, пропито. Но на БМВ мне нажаловалась свекровь от первого брака. Она сказала, что вот у Коли отжали блатные машину. Я говорю, каким образом? Она говорит, что они его подпаивали, они его там как-то развели. Я думаю, нифига себе. Я говорю, кто? Она мне указывает на человека, где он живет, он типа там у них на районе живет, какой-то там из группировки парень. Я сразу к нему, звоночек в дверь. Я говорю, привет. Он говорит, привет. Там жена, семья. Я говорю, ты вообще кто такой, чувак? Из какой будешь группировки? У нас там, знаешь, там ВИС, Уралмаш и так далее. Значит, я говорю, ты вообще откуда? Он мне обозначивается как с виза. Я говорю, ясно. Я говорю, у меня тут просто у тестя, говорят, ты машину отжал. А мне очень нужна была тачка. На самом деле я никакой тут опять не герой. Мне просто моя тачка пропадает в ломбарде. Мама ее туда сдала. 90-е, дефолт. Мы во всем пролетаем. И мне нужна машина. И я думаю, какая хорошая новость. Это все о том, что я эгоист. Я не спасатель. Я на самом деле человек, который просто себе хочет получить эту машину. Вот что было понятно. Ни в коем случае не отдать тестю, потому что он все равно спивается. И я начинаю на него наезжать, типа, ты отжал у моего тестя машину. Его сын сидит. Я начинаю как бы такие подводочки делать, что типа, тебе должно быть западло, потому что сын-то тоже из ваших. Тот говорит, погоди, ты вообще, говорит, что гонишь? Ты кто такая? Я говорю, вот жена его сына, вот пришла с тобой поговорить. Он говорит, погоди, я его поил, я его кормил, он мне должен много денег. Он рассчитался со мной машиной. Я говорю, каким образом он с тобой рассчитался? В общем, у нас начинается разборка. Я говорю, короче, чувак, нифига, назначаем стрелу. При этом у меня нет никакой поддержки. Я просто одна, дура, прихожу к какому-то блатному и начинаю ему предъявлять. Значит, назначаем ему стрелу. Он говорит, ну окей. Я говорю, подъедут наши. Он говорит, а кто там ваши-то? Я говорю, увидишь. Сама вообще понятия не имею, кто там наши. Значит, быстро обращаюсь к своим друзьям, которые в 90-е годы как-то были рядом. Не сказать, что друзья, но все-таки мы хорошо общались. И один из них не так давно откинулся. Я говорю, Андрюха, слушай, я назначила стрелу одному чуваку, он с виза. Мне надо какую-то поддержку, мне надо, чтобы кто-то пришел, потому что он мне сразу сказал, но пизда на стреле не будет, приводи своих. Вот это вот отношение к женщине, да, оно с союза, что женщина не человек, это просто пизда. Пришла какая-то пизда, что-то тут вообще пытается еще рулить. И я понимала, что на стрелу у меня с ними не получится. Они просто не будут со мной разговаривать, и еще для меня это может очень плохо все закончиться. Я прошу товарищей присоединить какую-нибудь группировку, обратиться к кому-то. Они говорят, окей, давай обратимся к Уралмашу. Мы обращаемся к Уралмашу, и они там по старой дружбе нашли какие-то связи. Окей, подъехали. Все решили разобраться. И вот приезжают 2 группировки, я сижу в машине. Мне друг говорит, ну что, я пойду туда, ты сиди. Я говорю, нифига, я с тобой. Он сходил, вернулся. Он говорит, ну что, они говорят, нельзя. Я говорю, почему? Он говорит, ну, видишь, девчонкам нельзя, так деликатничает. Я говорю, погоди, это мое дело. То есть у моего тестя отжали машину, мне надо всем объяснить, что произошло, давайте будем бодаться, рамсы какие-то тут, что тут надо? Не-не-не, сиди. Они там серьезные люди подъехали. А там реально, блядь, почему-то все собрали сразу каких-то шишек, понимаешь? Реально какие-то очень серьезные дяди повылезали из машин, только хлоп-хлоп-хлоп двери. Все реально очень киношно. Все вот так выползает, и вот стоят 2 толпы. И все, он туда пошел, через какое-то время возвращается и говорит, мы очень быстро сейчас уедем. Я говорю, а что случилось, дурак, где машина? Мне-то пофиг, что тут сейчас бояться, ну вот они, что они сделают? Я никогда не верила, что мне могут что-то сделать вообще. И
Он говорит, ну, короче, так, за тебя впрягся там Белый. Кто такой Белый? Саша. Ага. Извини. Это там, да там. У них кликухи-то, главное, понимаешь, вот все очень одинаковые. И за тебя там впрягся Белый. Все выслушали, что тут произошло, все покумекали и сказали, ну, пиздец этой пизде. Она охуела вообще. Нас что, реально пизда нам стрелу назначила? И все такие, походу, да. Что, серьезно? Вот мы занятые, важные люди, да, там, приехали вот сюда. Понятно, какую-то бэху рамсить вообще. Это тёлка назначила стрелу. Это все мне Андрей рассказывает, мой товарищ. И там какой-то вот этот вот Белый, очень важный, все его уважают, все чуть ли ему ручку не целовали. Говорит, ну, хули, пизда рулевая тоже бывает. Меня признали, представляешь? Это как бы, это был уровень уже. Как выглядел феминизм в 90-е? Вот он, вот он. Меня признали. Я ему говорю, да пошел ты нахуй, Андрюша. Мне кланяться сейчас за это. Где тачка? Ты что, с ума сошел? Он говорит, Яна, уезжаем. Они сказали, тебе ничего не будет. Тебя признали. В смысле? Я и так есть без них. Ты чего, говорю? Я человек, который с детства сопротивлялся. А точнее, знаешь, я соревновалась с мужчинами всегда. Я всегда показывала, что я их круче. Они меня не взяли в детстве в хоккей. Я вставала на 12 этаж на парапет балкона и оттуда им орала, что они черти. Только за то, что меня не взяли, что девочку не брали в хоккей. То есть, и я всегда им пыталась что-то доказать. Они не могли так встать на 12 этаж. Я каталась на товарниках. Они не могли запрыгнуть. То есть я показывала, да я так же все могу, только еще даже лучше в чем-то. Почему меня каждый раз как девочку отодвигали? И блатные меня признали, пизда говорящая. И поэтому я думала, что это можно назвать пиздой говорящей, пиздой рулевой, но это слишком. Ну, что я тут рулю? Я ничего не рулю. А вот поделиться, да, своим жизненным опытом я могу. Поэтому я взяла все-таки у Калиды, пизда говорящая. Калида очень хорошо всегда название всему придумывал. И Пластилин, кстати, придумал название у Сигарева тоже он. Да, это называлось «Падение невинности». А Калида сказал, ты что, Пластилин? И это так загремело. Бэху не вернули? Нет. Но я должна была радоваться. Со мной ничего не сделали, представляешь? У Путина, кстати, очень похожая логика. А бей первым. Я жила по этой логике. Понимаешь, я постоянно нападала на людей. Они мне ничего не сделали плохого. Не-не, я про то, что вы должны радоваться, что вас не тронули. И да, этим быть и это довольны. тоже, да, радуйтесь. А чему тут радоваться? Я и есть. И это беспредел. Это все беспредел. Так что так у зла лицо одинаковое. Это же все зло. Это все разрушение. Это все эти понятия. Это предрассудки и предубеждения. Предубеждение, что там Америка зло, или там Бог наказал, или предубеждение, что женщина не человек, или что гея надо лечить. Нет, гомофоба надо лечить. И гомофобия лечится. А гея не надо лечить. Это данность. И природная данность. И вот эти все предрассудки и предубеждения делают из нас уебков. А в итоге мы идем войной на соседей. Вот это беда. Вот это вот беда страны, вот эта болезнь. Мы больная страна. Я побывала везде, на дне, блатных повидала, воров в законе. Господи, у меня есть такой случай, где все показывает и говорит о них. Я жила с чуваком уже после развода. Его звали Джон, его нет сейчас в живых, поэтому могу тоже спокойно о нем рассказывать. Красивый парень, высокий, хороший. Что-то вот как раз с этими товарищами связался, к которым я потом обращалась за поддержкой другой группировки. И вот они что-то там, это называется, мутить начинали. Что-то они там мутят, что-то они там крутят, что-то где-то спиздят. По итогу он однажды приезжает домой и говорит, слушай, сегодня ехали с братвой, значит, там пыжьян был все, а они прям преклоняются, знаешь, трепещат перед ними. И мы ехали в машине, и перед нами, мы на светофоре встали, перед нами стояла фура открытая с американскими окорочками, прям брикеты лежали. И мне пыжьян такой говорит, Джон, что сидишь, давай брикетик хапани. Значит, они еще разговаривают как артисты, они все на сцене, знаешь, они шипят, они очень такие все важные, четкие. И вот он, что, давай метнись, не впадлу, да. И тот, значит, дурачок двухметровый метнулся, хватает этот брикет, залезает в машину и радостный, блядь, угодил блатным мастям. Приезжает и мне все это рассказывает. Я говорю, и? Братва же у нас вся вроде про честь,
про там, поделись с братом, общак, все дела. Я говорю, и? Он говорит, чё? Такой стоит наивный. Я говорю, где моя доля, дурак? Где окорочка? Дебил. Ты послужил блатным, а в дом-то ты что принес-то? Идиот, блядь. А я что-то, говорит, не подумала. Я говорю, звоню Пыжьяну этому. Я говорю, здорово, Пыжьян. Он говорит, Янчик, чё, как дела-то, ёп? Ты знаешь, вот эти вот все рисунки. Я говорю, слушай, тут Джон домой пришел, говорит, сегодня на окорочках отработался. Он говорит, да, подогрел братву. Я говорю, окей, где моя доля? Пауза. Сейчас привезут, прости. Я говорю, давай. Он говорит, права. Я говорю, конечно. Я вообще их никогда не боялась. Я говорю, если вы такие все про понятия, если вы такие там про какую-то честь, где, блядь, моя доля, мой чувак отработался? Мне не нравились эти блатные. Да мне вообще от них противно было. Он нормальный был парень. Он просто почему-то в ту сторону начал. И у меня и первый муж такой же. Он в ту сторону пошел. И, конечно, там погиб. И да, мне потом молодые пацаны, это не шестерки, это такие молодняк такой, знаешь, у них там бегает быстро на побегушках, притаскивает эти окорочка. И я просто нахер этого Джона, его Джон звали, отправляю с этими окорочками вместе, потому что я даже не могу с таким человеком больше находиться. Вот это такая манера подчиняться силе, сильнейшим. Мне было стыдно за него, я говорю, ты просто шестерка, ты трус. Как можно обслуживать вот этих вот синих, не буди вот эти все дела. А причем этот Пыжьян еще и ногами не ходил, у него было пулевое ранение в позвоночник, и да послать его нахрен нечего стоит. Но вот у всех сидит в головах вот этот ужас, что они масти, они тут главные, они держат район, и принести им окорочка служить, это позорно. И мне стало с таким чуваком, конечно, нет. Ну, то есть тебя преклонение, а не само воровство смутило? Ты знаешь, воровство меня действительно не смутило. Отличный вопрос, Юра, я начинаю к тебе очень хорошо относиться совсем. Я люблю тебя. Воровство — это была норма. С детства. Мы все видели, как у нас соседи, родители детей, моих друзей. У меня мама никогда не крала. Никогда. Она мне говорила, что красть — это позорно. А все крали с работ даже все. Воровство – это норм. В Советском Союзе у нас все перли домой что-то с работы. И очень много людей имели судимости. Конечно, я не говорю, что вся страна перла. Ну, нет, конечно. Ну, конечно, порядочные люди у нас не перевелись. И сейчас их очень много в России. Но это было норм. Вот даже я ребенком иду мимо там овощного магазина, я чик-чик-чик-чик-чик, арбуз откатила, увезла. Понимаешь? Для меня это был норм вообще. Меня никак не смутило, что он украл окорочка. Вообще. Но то, что он шестерил, то, что он не подумал о семье, да, ну мы не семья были, пара, и тем не менее, ты тут живешь, ты их-то подтягивай за их же базар. Они же типа делятся с братвой. А почему меня-то обделили и тебя? Тогда, когда ты еще и отработался. Я очень умела с ними по фене ботать. У меня сейчас не очень получается. Вообще, ты не представляешь, как я с ними разговаривала. Они меня на полном серьезе уважали. Мне 19 лет было. Ты экстраполируешь это на отношения людей и Путина? Да, конечно. Преклонение перед силой. Да. Я и начала весь этот анализ и попытка разобраться, а почему такая страна-то в итоге получилась, как мы к этому пиздецу прикатились. И я начала с себя как раз разбор. Почему я к тебе и хотела пойти вот с этим, говорить о себе и говорить о своей болезни. И говорить как о проблеме того, к чему мы прикатились. От частного действительно к общему. Это страна больная, мы больны. Мы бездуховная страна. Для нас воровать нормально, силе подчиняться, да. Как последние трусы. Ты совсем порвала с Россией? У тебя осталось там имущество? Нет, я продала квартиру. То есть во время Ольги уже в конце съемок я продала квартиру. Потому что это уже было взвешенное решение, что я буду покидать страну, что молчать, сидеть у меня там не получится из-за характера, и не дадут спокойно сидеть. Артисты сегодня дороже золота, и артисты сегодня действительно в России в очень трудном положении, потому что ими делают пропаганду, если они на это соглашаются. Кстати, я не думаю, что это
заставляют людей. Это тоже о выборе, это тоже о страхе покидать страну или нет возможности уехать, нужна работа. В общем-то, много очень нюансов, но артисты сегодня особенно в опасности в России. Поэтому я продала квартиру. Потому что будут заставлять зиговать, конкретный выбор. Да, либо зигуешь, либо... Да. Единственное, что я не утверждаю, что заставляют как-то насильно. Я не утверждаю. У меня нет ни одного такого примера, чтобы я сказала, а у меня прямо вот нож к горлу подставили там знакомая, и она согласилась. Нет. То есть с этим тоже можно что-то делать. И я понимаю артистов, которые сегодня вынуждены работать в России, но не зиговать, им некуда ехать. И для меня это все понятно. Для меня сложный вопрос артистов, которые зигуют, но, возможно, они глубоко убеждены, что они правы. Я не знаю, я не бывала в их головах. Ты считала, насколько у тебя хватит денег? Да, считала. Мы даже считали, что если там экономно жить, можно прожить столько-то, столько-то лет. Но... Сколько? Сейчас, подожди, мы вообще до 90 лет считали. Я не хочу об этом говорить. Это если квартирные деньги тратить. Ого. Мне друг просчитал до 90 лет. Ого. Да. Квартира это за очень скромная жизнь. Да. Квартира за Москворечь, слушай, и... Сколько она стоила? 40 миллионов. Ага. Вот. 80 квадратов? Да, да. Но можно очень экономно жить на деньги квартиры, приличное количество лет, но все-таки я настроена работать, и все-таки я настроена где-то купить жилье. Но я не могу определиться точно, где, потому что я не привыкла еще к Франции, и я пока мотаюсь по миру. Я смотрю, где моя точка. Вот. Плюс, да, хочется работать, хочется купить жилье, и я все-таки не бизнесмен. Я думаю, что это... Мне вот предприниматели говорят, не покупай года 2 жилье. Это не умно сейчас, мир очень нестабильный. А я думаю, что про меня правильно купить жилье. Очень популярный тейк у пропаганды, что те люди культуры, назовем в широком смысле, которые уехали, вернутся, как только закончатся деньги. Они поймут, что зарабатывать... И такие есть случаи, Юра. Я знаю. Есть они. Вернешься ли ты, если закончатся деньги? Ты знаешь, это даже уже не вопрос, это решение, что я не вернусь в Россию, пока не закончится режим Путина. Это не обсуждается. Здесь дело не в деньгах. Слушай, я знаю, что меня Бог защитит. Я знаю, что Бог обо мне позаботится. Я знаю, что если мои помыслы чисты, и если я не причиняю ущерб другим людям и живу как человек, у меня все хорошо будет. Бог защитит меня, и Бог позаботится. Но если все-таки говорить, я вот сейчас подумала, если все-таки говорить о том, какой выход может быть у страны, чтобы прекратился этот пиздец. Если не дошли мы еще до 12-шаговой программы, то хотя бы сделать первое духовное действие. Это бездействие. Остановиться. Надо сделать стоп. Вот остановиться каждому на той точке, где он оказался. И да, у кого-то эта точка уже поле битвы. Но даже там нужно не стрелять, нужно остановиться. Но каждому человеку страшно сделать этот стоп, потому что он сделает стоп, его за это расстреляют, а остальные все равно пойдут. У нас нет единства, у нас нет... Мы не вместе. Да, все же проще, мне кажется, к сожалению, просто жизнь и все в России устроено так, на этом уровне, во всяком случае, что остановить это может только один человек. Совершенно верно, и это Путин. Да. Война должна немедленно быть прекращена. Да. Да, и это Путин. Но и все также понимают, что или это победа Зеленского, Украины. У нас вот так. А параллельно каждому человеку нужно уже задуматься о том, что мы творим. Ты допускаешь, что никогда больше в Россию не вернешься? Нет. Я хочу домой. Я хочу домой. Я чуть с ума не сошла во Франции в этой депрессии. Вот так я хотела домой. Вот так я была наказана Тарковским, когда ржала над его фильмом «Ностальгия». Я хочу домой. Я понимаю, что этого может не случиться. Я отдаю себе отчет. Я стараюсь тоже об этом меньше думать. Я вылезла из депрессии. Но я хочу домой. Мы будем строить Россию, мы будем строить Украину.
Поддержим Беларусь. Нельзя забывать про Беларусь, которую так жестоко подавили. Эту фразу «мы будем строить Украину» украинцы могут не понять. Могут. Не понять. Расшифрую ее. А строить Украину... Ну, типа, это звучит, как будто мы там не у вас порядок наведем. Нет, нет, нет. Возмещать ущерб. Мы будем возмещать ущерб перед Украиной, если нам позволит Украина, и делать все возможное, чтобы построить мир обратно. И, возможно, мы не получим прощения в этой жизни, по крайней мере, мне 50. Возможно, я уже не застану это время, когда, если нас простила бы Украина. Но просить прощения я имею право. Я не имею права ждать прощения. Но я буду каяться, я буду просить прощения, и я буду делать все полезное для того, чтобы возместить этот ущерб. Это не о том, что я виню себя, я не виню себя. Я знаю, что ответственность и на мне в том числе, как и на всех, за произошедшее. Люди спросят, а вот вы сидите за пределами России и очень хотите, чтобы Путин проиграл, чтобы война закончилась, чтобы от Украины отстали, и Украина, и Россия смогли начать новыми самостоятельными жизнями жить. А что вы для этого делаете? Я для этого сейчас у тебя, мы готовимся к проектам. Я делаю, что могу. Я не могу прыгнуть выше головы. Самое мое большое поражение в жизни было это сначала признать, что я проиграла перед алкоголем, а затем признать, что я не могу ничего изменить в этой войне. Она есть. Война есть. И хоть я укричись «нет войне», войну эту действительно сегодня может остановить только Путин. Просто мы должны продолжать требовать. Требовать отпустить Алексея Навального, Женю Беркович, и всех политзаключенных, Илью Яшина, отпустить ЛГБТ-сообщество, отпустить нашу страну, отпустить все постсоветское пространство. Мы должны продолжать требовать, и я здесь для этого. Я требую. Ну, разве только Путин? Если Путина победят, тоже же есть шанс, что война остановится? Если у этого общества сменится лидер, и общество тоже изменится. Обществу нужен здоровый лидер, потому что общество нездорово. Извините, я не ставлю диагноз. Я живу в этом обществе, я знаю, о чем говорю. Мы нездоровы. Нам нужен здоровый лидер. Лидер, который направит нас на мир, который восстановит мир в международных отношениях. Лидер, который будет нами заниматься, который нам предоставит лечение, обучение, 12-шаговую программу. Нам все должны предоставить те люди, за которых мы проголосуем. Но в этом должны и участвовать и мы. Но я понимаю, что сегодня это глупо звучит, но я в этом вижу выход. Сменится Путин, сменится мышление общества. Ты знаешь такого лидера? Навальный. Для меня это Алексей Навальный. Да, поэтому он и сидит в тюрьме, поэтому его и гноят. Свободу Алексею Навальному. Да. И финальное. В чем сила? В любви. Бог есть любовь. Любовь спасет. Да.